Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать сегодня на втором дне соревнований Дальневосточного федерального округа, первенство и чемпионат в разделе Low Kick. На самом деле раздел Low Kick — это, наверное, один из самых динамичных разделов в ринговых дисциплинах кикбоксинга. Но и сегодня мы увидим достаточно конкурентные, хорошие бои. Ребята сейчас готовятся непосредственно к первенству и чемпионату России, который пройдет в Анапе, именно в этом разделе, в разделе Low Kick. Поэтому дальневосточники всегда составляют одну из основных конкуренций в этом разделе, в разделе Low Kick, в разделе К1. Ну и вот думаю, что сейчас у нас идет второй поединок. Закончен первый раунд. Сейчас мы увидим. У нас здесь представители Саха-Якутии и Приморского края боксируют. Нужно отметить, что буквально неделю назад закончился федеральный округ в разделе К1. Он у нас проходил на Сахалине, где основную конкуренцию, ну и основными, конечно, победителями являлись ребята из Саха-Якутии. Но вот мы сейчас видим, что спортсмен красного угла доминирует, наносит больше ударов руками. В втором раунде ребята уже пристрелялись. В первом раунде, что называется, была разведка боем. Вот. Видно, что еще это достаточно юные спортсмены и только формируются и функционально, и техническим арсеналом еще стараются развиваться. Но только практика, наверное, еще раз практика в ринге дает самые лучшие уроки, чтобы ребята действительно росли, становились конкурентными для первых номеров сборной России. Только на таких соревнованиях, ну и на выездных, конечно, соревнованиях, где ребята могут себя проявить в ринге. Ну и так, у нас окончен второй раунд. Сейчас будет третий финальный раунд. Я думаю, что первый раунд все-таки за спортсменом синего угла. Второй раунд более активным, поточнее, был спортсмен с красного угла. Третий раунд, думаю, для них будет решающим. В данном бою, я думаю, явного преимущества ни у одного из спортсменов нету. И здесь все-таки кто будет функционально более подготовлен, тот, наверное, одержит победу. Но ринг, надо не забывать, это непредсказуемая вещь. И здесь что-либо предсказывать в любую секунду. Может быть, бой окончен. Достаточно точного акцентированного попадания. А здесь очень много еще акцентов и ударов ногами. Именно такой болезненный удар low kick, верхнюю часть бедра. Кстати, он разрешен как внутренняя часть бедра, внешняя часть бедра, и также задняя часть бедра. В переднюю часть бедра по правилам удары запрещены. Ну и полностью весь арсенал
ударами руками, боксерский так называемый. Но мы видим, что функционально спортсмен синего угла маленько подустал и достаточно очень много ударов наносит по воздуху. Спортсмен красного угла более доминирует, более точные у него попадания с рук. По животу обрабатывает своего соперника. Темп ребята, конечно, сбросили, но все-таки, может быть, кто-то сегодня проводит первый бой. Еще, ну, вот неплохая атака в конце, все-таки было 2 точных удара спортсмена синего угла. Но здесь нужно считать. Я думаю, что боковые судьи оценили этот бой в целом, потому что победа складывается не из одного раунда, а из 3 раундов. И кто набрал все-таки больше ударов в совокупности за 3 раунда. Ну вот все-таки, да, наверное, все-таки концовка сказалась. Вот эти вот последняя точная атака и привела к победе спортсмена синего угла. Ну что, у ребят есть еще возможность на этом турнире побоксировать. У них завтра финальные поединки. Но я думаю, тренеры после каждого боя все равно делают анализ. И у них будет время, конечно, подготовиться к первенству России, потому что это возрастная группа у нас, которая будет представлять на первенстве России, боксировать. Поэтому, думаю, тренеры основной уклон все-таки сделают над функциональностью, потому что в этом разделе очень большая динамика, скорость у спортсменов и, конечно, конкурентные те, которые будут задавать тон. Это ребята с Дагестана. В разделе лоу-кик у них большая, хорошая скорость, выносливость. Это Пермский край, Краснодарский край, которые составят очень сильную конкуренцию. Ну и вот опять у нас очередной поединок, представители Саха-Якутия и ребята из Приморского края. Ну, нужно сказать, что Приморский край всегда тоже поставляет в копилку сборной России сильных конкурентных спортсменов. Мы видим, что спортсмены аккуратно первый раунд начинают. Видно, что уже достаточно опытные спортсмены, невзирая на их возраст. Не сразу кидаются бездумно в поединок. Начинают разведку, стараются работать передней рукой, передней ногой обрабатывать. Спортсмен с Приморского края, спортсмен красного угла, мы видим, что постоянно меняет стойки, работает то правосторонней, то в левосторонней стойке. Это достаточно неудобно для соперника, потому что нужно постоянно искать, что называется, ключи, подбирать. И когда спортсмен меняет, конечно, стойки и при этом не теряет, конечно, свой арсенал технический. Очень часто бывает, что спортсмены меняют стойку, но они не обучены в другой стойке и начинают пропускать эти удары. Ну вот закончен первый раунд. Достаточно такой он динамичный был. Мы видим, что вот спортсмен с Приморского края
показывает разностороннюю технику, удары и руками, и ногами, и самое главное, такие под разным углом, с разворота удара наносит. Но первый раунд это еще не показатель. Ну, вот мы видим в повторе, что спортсмен с синего угла обрабатывает, попадает удары на отходах, сайдстепы. Но вот видно, что пропустил лоу-кик. Спортсмен синего угла потерял равновесие. Интересный конкурентный бой. Всегда привлекает внимание конкурентные бои. Ну и, конечно, где у спортсменов хорошая динамика, технический арсенал. Но, думаю, во втором раунде сейчас должны спортсмены активизироваться. Ну, пока все. Вот опять спортсмен красного угла нанес со смещением лоу-кик и вывел из равновесия спортсмена. Ну, достаточно интересно врезается, сразу же повторную атаку делает на контратаку на действия спортсмена из Якутии. Пытается работать, сразу подхватывать серийно с Приморского края спортсмен красного угла. Но видим, что маленько спортсмены застаиваются. На одной линии атаки постоянно находятся. То есть, не хватает еще опыта для смещений. Но здесь, конечно, опасно очень делает такие действия спортсмен красного угла. Поправляет экипировку, при этом не подняв руки. И это может печально очень закончиться. И если бы спортсмен сейчас атаковал, он бы был прав. И могло привести и к нокауту, и к нокдауну. И он был бы прав, потому что остановки боя не было. Это, конечно, неопытность спортсмена говорит, что нет опытов таких. Пока сложно отдать кому-то предпочтение. Вроде бы более панчером выглядит спортсмен красного угла и пытается атаковать, доминировать, но спортсмен из Якутии очень грамотно где-то на оттяжках, где-то на сайдстепах попадает. Но пропущенный лоу-кик и потеря равновесия это всего лишь 1 балл. Поэтому здесь как бы переживать о том, что большой отрыв по очкам в бою, ну, не стоит. Думаю, нужно иметь, как всегда, холодную голову, но при этом не терять спортивных амбиций для победы. Сейчас у нас заключительный раунд, третий раунд. Ну, я думаю, он будет решающим. Ну вот сдвоенный лоу-кик провел спортсмен из Якутии, достаточно интересно. Встречная камень. Ну вот на сайдстепе отработал, опять же, о чем я говорил, что очень грамотно работает, немножко как вторым номером спортсмен из Якутии. Да, конечно. Получит за это предупреждение, а это не есть хорошо, что в равном поединке из-за такого предупреждения, которое может потом привести и к минус баллу, спортсмен в равном бою. Спортсмен с синего угла понимает, что на дистанции особых шансов у него нету, старается. Пока вот у него это не очень хорошо получается.
Ну, в разделе лоу-кик вообще, на самом деле, самая такая динамика, она просматривается, это средняя ближняя дистанция. Если для каждого раздела свойственна так более своя дистанция. Если раздел К1, это все-таки меньше серийности и больше таких ударов с колен, встречных ударов, это больше длинная дистанция. Ну, есть в арсенале, конечно, у всех ребят работа разных дистанций. Ну вот произошел удар. запрещенный удар. Да, он неумышленный, нанесен удар в пах, достаточно болезненный удар. Ну, такое случается, когда одновременно два спортсмена бьют удар ногой. Поэтому и судья не выносит предупреждение спортсмену синего угла. Ну, устно рефери все-таки должен спортсменов предупредить, что действительно нужно работать аккуратнее, выше ноги. Вот, продолжается поединок у нас. Все так же контролирует ход боя Терещенко Артем. Но первый раунд в основном разведка, еще более, ну обычно бывает, что более опытный спортсмен еще не показывает всех своих преимуществ, всех своих козырей, которые у него есть. Поэтому уже окончание первого раунда, и будем смотреть, как будет развиваться событие во втором раунде. Ну, на самом деле, да, ребята еще достаточно молодые, и видно, что пытаются нанести сразу без подготовки какие-то комбинации, серии, нету работы передней руки. Передней рукой не чувствуют, соответственно, то, что работы передней руки нету и не чувствуют дистанцию, пытаются нанести сразу такую серийную атаку, ну, соответственно. Да, раздел лоу-кик. Раздел лоу-кик тут очень важен. Именно бокс, такая хорошая боксерская подготовка. Потому что обычно спортсмены, которые работают только ногами в лоу-кике, их могут где-то вот на ручках переигрывать. Поэтому если в К1, по примеру, можно и там много руками не боксировать, можно справляться там коленями. Очень много есть примеров спортсменов, которые в основном работают коленями, то здесь спортсмены должны быть универсальные. Но все-таки, да, больше универсальный. Я не соглашусь, что это все-таки один бокс, потому что на уровне сборной России работа на одних руках в разделе лоу-кик это совершенно, ну, путь никуда. Это живот, голова и с рук, и с ног. Тут же защитные действия, щиты, провалы. Поэтому это... Не, всё-таки, лоу-кик, да. конечно, важен, да. Я просто говорю, что одними ногами здесь не получится. То есть здесь работа общая, универсальная. Абсолютно верно, да. Здесь набрать баллов за счет одного лоу-кика, это, конечно, не получится. Ну вот мы видим, как Салимов постепенно старается подобрать дистанцию уже поближе, ограничивает в передвижениях Терещенко Артема, представителя Хабаровского края. Ну, это будет вести его к победе, если он так дальше будет продолжать и постоянно давить. Пока много борьбы, много такой работы в клинче. И считать ударов, конечно, попаданий нету. Понятно, спортсмены где-то избегают поединок, где-то еще. Ну, вот это неопытность и правильных защитных действий, и правильного клинча, чтобы руки внутри были, и можно в спину. Поэтому либо через защиту, скользящие такие сквозь защиту, поэтому нет. Ну вот судить тяжело такие поединки, как вы считаете? Ну, на самом деле, если квалифицированный судья и есть опыт, знает правила, что строго удары только, которые дошли, минуя. Кто, Но, собственно, преимущество? знаете, сложность в чем на самом деле? Очень часто судьи ведутся, ну, я вот как председатель своей коллегии России уже много лет, судьи в таких боях идут на то, что, вернее, ихняя психология, что ударов нет, считать нечего, и они начинают искать удары, не ждать удары и видеть, контролировать удары, которые пришли, а искать удар для того, чтобы хоть что-то нажать. В этом, конечно, потом может сложнее всего, конечно, судить бои, когда выходят спортсмены экстра-класса, члены сборной России, и бой настолько ровный, конкурентный. А если еще как раздел лоу-кик, это динамика, это скорость,
И бой вот кость в кость, что называется. Такие бои намного сложнее судить. Ну, а в третьем раунде продолжается примерно такая же история, что Салимов подходит на ближнюю дистанцию, но особо каких-то дивидендов не может с них вынести. Ну да, он сокращает дистанцию, но чтобы там заработать, там, наверное, баллы, удары, согласен, нет такого преимущества. Уже изрядно подустали. О. Хорошая атака спортсмена красного угла. Но пока мы видим, да, вот уже который поединок, что у ребят к третьему раунду функциональность пока еще не так работает. Но думаю, есть время перед чемпионатом и первенством России еще над этим поработать. Вот мы видим, как более опытный спортсмен, кандидат мастера спорта из красного угла, все-таки находит в третьем раунде для себя силы, чтобы попадать точно. И посмотрим, как судьи оценят его попытки. Ну, такой сложный, грязный бой, можно сказать. И здесь предпочтение тоже отдать кому-либо, что кто-то таким явным фаворитом выглядел в этом бою. Ну, вот тренер Татьяна из Хабаровска, мы видим. Андрей Подоплелов, достаточно опытный тренер. Тренер заслуженного мастера спорта Александра Захарова. В этом бою победу единогласным решением судьи одержал спортсмен красного угла. Достаточно справедливо. Мне кажется, что судьи посмотрели все-таки картину третьего боя. И там были четкие попадания, которые они и оценили. Ну да, все-таки не дал он возможности спортсмену синего угла использовать, что называется, ближнюю дистанцию. Завязал его. Но здесь тоже можно по-разному. В принципе, когда спортсмен постоянно придерживает, здесь можно и на чемпионате России, конечно, получить и предупреждение, и минус балл. И, в принципе, не дадут возможности, как говорится, обхитрить. Но здесь все равно у него были более чистые попадания. Я думаю, что судьи правильно оценили этот поединок, и победу одержал спортсмен из Хабаровска. Вот готовится к выходу на ринг Юрченко Кирилл, кандидат мастера спорта с Камчатского края, и Кепчиков Виталий, Приморский край, второй разряд. Весовая категория 57 килограмм, также юниоры, полуфинал. Ну, я вот вижу в синем углу спортсмена готовит его, это Семен Полищук. На протяжении, наверное, последних 10 лет его спортсмены всегда в обойме, в молодежной сборной. Это действительно такой, не побоюсь, талантливый очень тренер Семен Полищук. Амбициозный в хорошем смысле. Они, ребята, боксировали, вот мы видим его, жизнерадостный всегда Семен такой. И в КУДО очень много работали и работают. Там действительно очень такие талантливые тренеры. И на сегодняшний день они показывают себя в кикбоксинге очень прилично, очень достойно. Такая хорошая команда, тренерский такой состав у них с этого клуба. Ну, в целом, сборная Приморского края достаточно сильная. Ежегодно представители этого региона успешно представляют на чемпионатах России, на международных стартах. Поэтому ребята в целом молодцы. Ну да, в том году достаточно хорошо. Вот из молодежной сборной мне запомнился Приморского края Федорчук Дмитрий. В юниорской сборной в разделе К1 боксировал. Да, интересный очень такой спортсмен из Владивостока. Так, у нас первый раунд. Спортсмен синего угла боксирует правосторонние стойки, что называемое в левше. Ну, а также посмотрим по бумаге. Юрченко Кирилл, красный угол, кандидат мастера спорта. Кипчиков Виталий, второй разряд.
Пока мы видим, как спортсмен красного угла старается занять также центр ринга. Немного он поувереннее в своих атаках, хорошо защищается. Но хорошее действие от Кипчикова Виталия. Да, внутренний лоу-кик вывел из равновесия, акцентированно. Судьи оценят это техническое действие как балл. Хочу сказать, что все удары руками и ногами, чистые, которые дошедшие до цели, акцентированно оцениваются как 1 балл. Очень демократичный вид спорта, да, и ты, в принципе, можешь любыми способами, да, там, что тебе больше нравится, там, лоу-кики, удары ногами в голову, там, или руки, то есть, что тебе больше нравится, тем ты и можешь зарабатывать победу. Да, очень много возможностей на самом деле, но и, конечно, это очень энергозатратно. Вот я даже вспоминаю, когда мы пробовали заниматься кикбоксингом после, я как сам базовый боксер, да, и, конечно, энергозатратно очень сложно, потому что работа ногами, особенно высокие удары ногами, это, конечно, очень энергозатратно. Ну и, как говорится, у тебя есть оружие не только руки, еще ноги, конечно. Вообще, считаю, шикарный вид спорта, очень динамичный, красивый. Жалею, что в свое время не удалось позаниматься, повыступать в этом прекрасном виде спорта. Ну, вот зато есть возможность долгие годы работать в прекрасном виде спорта Федерации кикбоксинга России, смотреть действительно, как развивается кикбоксинг, на какой уровень выходит, видеть наших прекрасных спортсменов. Ну и, конечно, в первую очередь мне приятно видеть земляков с Якутии, где я сам родился. И вот сейчас есть такая возможность приезжать сюда на прекрасный турнир нашего друга памяти Александра Иванова, где всегда конкуренция. Ну и вообще хочу сказать, что так можно сказать, кикбокс в России, наверное, и чуть ли не начался с Якутии. Ну, то есть первые чемпионы мира и вообще большая плеяда чемпионов мира, заслуженных тренеров России. Самые первые, все это было из Якутии. Продолжается второй раунд. Также равный. Вот опять хорошее действие Да, от Виталия. высекает переднюю ногу. Пока не подобрал удобную для себя дистанцию ключики под левшу спортсмен красного угла. Такие действия не может также оцениваться в 1 балл, но пока ты упал и пока ты поднимаешься, тратишь намного больше сил. То есть в этом плане достаточно неплохая тактика. Начинает спортсмен синего угла переигрывать на дистанции, переигрывать лоу-киками. И опять хорошее действие. Ну вот я хочу еще раз сказать, что в таком возрасте не нужно смотреть все-таки на разряды. Вот у парня второй разряд, хоть здесь озвучили, но он достаточно посмотреть, какую разностороннюю технику показывает. И где-то в прыжке удары. И посмотрите самое то, о чем я говорил в первых поединках. Он строит свои атаки с передней руки, с передней ноги. Очень такие коварные. Вот видите, фронт-кик с передней ноги. Именно это очень работают. Голландцы любят в такой манере работать. Ну, сейчас многие наши российские спортсмены именно не с дальней ноги, а с передней ноги. Ну, вот смотрите, повторные атаки, удары с разворота. Немного не точно. Так, обычно такие атаки в область печени приводят к нокдауну. Либо к нокауту, да. Ну, второй раунд однозначно могу сказать, что за спортсменом синего угла. Говорить в целом о баллах, которые завоеваны за первый и второй раунд, сложно. Это нужно все-таки считать. Но второй раунд прекрасно провел спортсмен с Приморского края.
А вот секунданты, мы слышим, подсказывают, что ты все видишь, молодец. Продолжай в такой же манере. Ну, вот в повторе мы видим, что уже неоднократно он высекает переднюю ногу у оппонента, что приводит к потере баланса, равновесия вот под заднюю, под переднюю ногу, под дальнюю ногу. Очень грамотно ведет такой поединок спортсмен. Я думаю, что у этого спортсмена есть хороший ринговый опыт, наверное, в другом виде спорта, может быть, даже в кудо. Но видно, что это далеко не новичок парень. Посмотрите, как грамотно обработал переднюю ногу. Внешний, внутренний лоу-кик, и что привело к потере равновесия опять спортсмена красного угла. Возможно, уже отбил ногу, что каждый удар, да, уже спортсмен красного угла их просто не выдерживает. Ему очень тяжело. После каждого лоу-кика он подседает. Возможно, нога отбита. Да, это такой достаточно болезненный удар. Хоть есть и защитная экипировка, но все равно это... Вот, посмотрите, тут же ответное действие, провал, или принимает удар, и тут же ответ. Ну, вот от красного угла хорошая была сейчас защита, но он не отвечает. Ну, а защиту тут баллы, конечно, не дают. Ну да, конечно. Поэтому надо что-то делать. Ну, пока мы видим, что спортсмен красного угла, он встал и не делает ничего. И сказать, что он ждет для работы, чтобы вторым номером, тоже этого не видим. По большому счету ему нужно активизироваться, чтобы, ну, все-таки, мне кажется, убедительнее быть. Если даже поединок сейчас в равном ключе, может быть, идет по баллам, надо всегда быть убедительным, особенно в третьем раунде или в конце каждого раунда для судей. Ну, два лоу-кика точных было, это баллы, это попадание. Спортсмену синего угла тоже, конечно, нужно здесь не простаивать. Такая смазанная концовка боя, но в целом спортсмен синего угла намного ярче себя показывал в этом поединке. Ну, иногда бывает, знаете как, зрительно спортсмен выглядит вроде бы ярче, а считать нечего. Либо это в защиту приходится. Нет, Довольно все-таки, да, закономерно. действительно. Потому что, я говорю, очень ярко провел второй раунд. Вот эти его акцентированные лоу-кики, которые выводили из равновесия, из баланса спортсмена. Да, достаточно молодец, хороший спортсмен, интересный. Есть, опять же, время до первенства России, чемпионата России. Но здесь неумышленное действие было, вот мы видим в повторе. Джентльменское поведение, конечно, он успел увидеть, что соперник сидит, успел ногу убрать, поэтому молодец. Ну, он проводил комбинацию и уже техническое действие начал выполнять, когда спортсмен после лоу-кика присел на колено. Поэтому здесь в динамике, когда проводится любая комбинация, очень сложно, конечно, остановить, зафиксировать. И здесь нету, конечно, умышленного действия нанести какой-то урон спортсмену во время там, потери равновесия оппонента. Но у нас следующая пара. Цыкунов Дмитрий, Приморский край. Десяткин Эрхан, Республика Саха. Весовая категория 60 килограмм. Оба спортсмена второго разряда. Сразу такое активное действие от спортсмена из красного угла Цыкунова Дмитрия. Так называемая торнадо. Еще одна попытка. Решил ошеломить своего соперника.
Спортсмен из синего угла уже приспособился к этим моментам и начинает подбирать ключики. Использует переднюю ногу и переднюю руку для контроля дистанции. Вот, опять ушел. Удар левой рукой, передний лоу-кик. Хороший фронт. Еще одно интересное действие. Очень интересно выполнен удар с прыжка, такой раунд-кик в голову. Вот рефери абсолютно верно отсчитывает нокдаун спортсмену. Мне кажется, рефери больше перестраховался за здоровье спортсмена, но... Ну да, здесь все-таки это возрастная группа, где... Да вообще важно здоровье для каждого спортсмена, но это возрастная группа, еще у нас юниоры, или это у нас даже юноши какой-то возраст. Юниоры, это у нас работают юниоры. 3 нокдауна в этой возрастной? В этой возрастной группе, да, у нас 3 нокдауна за бой, 2 нокдауна за раунд. Если у мужчин у них 3 нокдауна за бой и 3 нокдауна за раунд, то здесь 2 нокдауна за раунд, 3 нокдауна за бой. Если Цыкунов из красного угла получится еще какое-то действие провести, которое приведет к нокдауну, то это будет досрочное завершение поединка. Ну, в этом раунде. Очень разнообразно работает. То есть, как начало раунда было с торнадо, сейчас удары ножницами. Вот хороший перевод. Показал лоу-кик, ударил ногой. Ну, лучше было, конечно, если он ногу перевел в голову, но получился удар в корпус. Нокдаун дает спортсмену преимущество в 2 удара. То есть за нокдаун добавляется еще 1 балл. Если спортсмен, минуя защиты, попал в акцентированный удар, получает балл 1. И за нокдаун добавляется еще 1 балл. Итого 2 балла за нокдаун спортсмен может получить. Не может, а получает 2 балла. Но мы вот видим, что у спортсмена с синего угла проблемы с экипировкой, со шлемом. Но вот сейчас секунданты поменяли шлем, потому что немаловажная экипировка, когда в рабочем состоянии, они мешают спортсмену вести поединок. Начало второго раунда. Десяткин Ирхан понимает, что проигрывает. Ему, скорее всего, секунданты то же самое объяснили, потому что очень далеко ушел по баллам Цыкунов. И ему нужно обязательно идти вперед и зарабатывать баллы. Но мы видим, как Цыкунов перехватывает его атаки и продолжает наращивать свое преимущество. Ну, все равно, вот весовая категория, я смотрю, 60 килограмм. Это достаточно очень скоростной вес. И, в принципе, спортсмены, юниоры, пока нет той динамики, той скорости, которая все-таки присуща в этом не только разделе, но и в этой весовой категории. Но это говорит о том, что спортсмены достаточно еще новички 2-го разряда, сражаются, но еще много-много впереди работы, конечно. Ну, возможно, сейчас спортсмен находится, так сказать, в начале своего этапа подготовки. То есть и пик формы будет выходить на более поздние соревнования, такие как первенство или Кубки России. Ну, пик все-таки нужен на первенство России или чемпионат России, потому что сборная формируется, Кубки России, как бы они не формируют сборную, и Кубки России проходят в конце года, то есть это где-то этап в декабре, и в декабре чаще всего спортсмены, наоборот, они уже на такой фазе
наверное, больше спокойствия. То есть они не в пике находятся. Это такое среднее состояние спортсмена. Самые основные этапы, старты, это вот, наверное, 50-60% готовности. Это зональные соревнования. Ну и, конечно, когда они должны на свой предел выйти, это чемпионат первенства России. Ну и следующая подготовка, это либо первенство Европы, либо первенство мира для этой возрастной группы, где они должны набрать стопроцентную форму и показать все самое лучшее в своей подготовке. Ну, вот прекрасное исполнение в замедленном действии с передней ноги. Исполнение было такое раунд-кик с левой ноги, с передней в голову. Ну, посмотрим третий раунд. Получится ли у спортсмена красного угла уже на фоне усталости показывать такие же красивые действия, либо будет более экономично работать. Ну вот видим подготовку, да, в стиле КПР. Возможно, что-то задумано. Да, не отходит от своего стиля. Цыкунов продолжает делать такие очень красивые действия, обманные действия с прыжками. И у него достаточно это получается. Каждое точное попадание, напоминаем, что также оценивается 1 балл. Ну, на самом деле оппонент синего угла дает возможность ему выполнения этих технических действий, как бы не пытается ему остановить эти технические действия. Ну да, как раз навязал им свою манеру боя, и все. И не получается сократить. Такой односторонний бой, такой под диктовку идет спортсмена красного угла. Но, знаете, я скажу, такая бравада ни к чему хорошему не приводит спортсмена. Мы сейчас находимся на соревнованиях аматоров, то бишь любителей, начинающих спортсменов, когда это происходит на профессиональных рингах, промоушенах, да, спортсмены топовые уже. Почему говорю? Потому что вот такая бравада, и тем более в таком возрасте юношеском, у них откладывается это в подсознание, в голове, что он может себя так вести. И потом на соревнованиях высокого ранга, чемпионатах России, первенстве России, это заканчивается очень печально. И порой спортсмены после этого даже заканчивают свою спортивную карьеру. Поэтому я думаю, все-таки тренеру стоит провести определенную беседу по поводу поведения своего в ринге. Вот, ну, я вижу, Семен секундирует, опытный тренер. Но здесь, понятно, нет сомнений в победе спортсмена красного угла. Поздравляем с выходом в финал Цыкунова Дмитрия. И ждем следующую пару. Афанасьев Габриэль, Республика Саха-Якутия, и Ерзункаев Эмиди, Приморский край. По анкете Афанасьев Габриэль спортсмен первого разряда, а Ерзункаев Эмиди спортсмен второго разряда. Весовая категория 63,5 килограмма. Ну, тоже хорошая весовая категория, такая скоростная, динамичная. И спортсмены, где уже тоннаж такой хороший. Хотя я встречал в своей истории и видел ребят, которые в 54 килограмма бьют как с пушки. Вот. Акцентированно, жестко, с нокаутами.
Поэтому во всех весовых категориях есть ребята с хорошим тоннажом, с нокаутирующим ударом. А бывают и легковесы, которые двигаются как шестидесятники. И супертяжи, которые очень легко двигаются, очень подвижные. То есть тут уже у каждого манера боя своя. Но бывают и супертяжеловесы, не бьющие. Хотя все могут сказать, что у супертяжеловеса и так удар всегда тяжелый, но не скажу. Есть, конечно, супертяжеловесы, которым ну, вот, не дано, либо тренеры не работают над этим. Хороший тяж, конечно, на вес золота. Всегда это красиво, ярко. Супертяжеловесы. Бои их не наблюдать. Тем более, когда там присутствует динамика, тоннажные удары. Начинается первый раунд. Ерженкаев занял центр ринга. Хорошие атаки, хорошие точные попадания. Заканчивает лоу-киком. Вот здесь, да, вот уже видим динамика, скорость, серийность, моторика. Решил не оттягивать на второй раунд, сразу начал очень акцентированно атаковать. Но посмотрим, как это подействует во втором, третьем раунде, если они будут. Ну, пока очень уверенно ошеломил своего соперника из красного угла. Но потихонечку набирает. Вот уже ответные атаки пошли. Открытый бой у нас получается. Спортсмены не особо задумываются о защите, очень много ударов пропускают. Да, такой омолодительный кикбоксинг. Ну, такие бои тоже интересны, бывают такие очень умные, очень бои похожие на шахматную партию, а бывает просто вот заруба. Ребята вышли и решили сразу показать, кто здесь главный, у кого голова крепче. Да. Это хороший опыт. Самое главное, что спортсмены не боятся. Вот это характер, дух. Вот это самое главное. Молодцы. Вот мне нравится в арсенале спортсмена из Якутии. Он любую комбинацию заканчивает, посмотрите, с правой руки апперкотом. То есть очень интересно. То есть спортсмен пытается закрыться в коробку синего угла. Вот он его и остановил уже, видите? Вот Ну, это видим, да, удары и в корпус удар, вот, хорошие. и опять удар снизу. Достаточно равный первая часть поединка. Посмотрим, что секунданты подскажут своим спортсменам, поменяют. Боксингом занимается ведутся под руководством Черноградского Дмитрия. Красный угол Афанасий Гавриилов. Смотри, сейчас Республика Саха. минут, секунд 15-20 просто двигаешься вокруг него и накидываешь ему фронты. Немножко отдохни, потому что немножко ты энергии подстал. А тебе еще 2 раунда боксировать. Я думал, что у тебя отрыв какой-то есть, но он начинает таять, потому что ты ему начал давать делать то же самое. Понял? Поэтому сейчас покружи, а потом делай то же самое. Очень грамотная подсказка от секунданта. Ну, абсолютно верно. Семен подсказывает, что нужно сейчас обхитрить и маленько подвигаться, восстановиться, потому что он дал хорошую динамику, моторику такой взрывной работы, как на мешках в первом раунде, но потом просел маленько. Посмотрим, насколько он выполнит задание тренера. Но спортсмена красного угла, мне кажется, похвалили за его, во-первых, устойчивость, когда он выдержал первые атаки, и подсказали ему продолжай в том же духе. Посмотрим, чья тактика приведет к победе, но пока мы видим, что красный угол больше удачных действий у него. Он сейчас в центре ринга, хорошо защищается. Почему-то спортсмен синего угла не выполняет установку фронт-кика, не дал себе отдохнуть. А вот что, здесь считать надо. Сейчас посмотрим, как рефери отработает. Ну, здесь на самом деле не было ударов паха, ну, по крайней мере, как мы с вами с этой картинки видим. Здесь все-таки он функционально остановился. Вот сейчас, я думаю,
подтверждение вверх. Да, продолжает спортсмен красного угла первым номером работать. Вот, начинает придерживать. Все, пошли атаки успешные. Хороший удар по печени, который может иногда вывести из равновесия, но на красного это не подействовало. Вот опять, Всё. вот здесь считать надо. Это все. Очень тяжелый выдался первый раунд. Ну, возможно, рефери увидел все-таки удар в Ну пах. да, он все-таки находится в контакте. Мы отсюда все-таки у нас своя картинка, и рефери находится в контакте со спортсменами. Все-таки я соглашусь, что ему виднее рефери. Также он просто может услышать удар по ракушке. Ну да, да, согласен с этим. Ну, посмотрим сейчас все-таки по поединку. Ну, мы видим, что спортсмен синего угла встал полностью. Все, он начинает вот толкаться, прихватывать, висеть. Да. Борьба вот эта вот не добавляет силы. Все-таки лучше бы он двигался, как ему также советовали в углу во время перерыва. Спортсмен из Якутии динамично накидывает, выполняет свою работу. Да, маленько вот пропускает тоже. Вот опять удары снизу. Но пропускает. Отдохнул маленько. Остановился спортсмен. Все. Молодец, боец. Достаточно упорный поединок. Возможно, сейчас решение судей достаточно равное в пользу спортсменов. То есть на данный момент кому-то серьезное преимущество отдать трудно. Все будет решать третий раунд. Да. В третьем раунде, думаю, вот именно у этих спортсменов будет очень важно функциональное, как они смогут доработать финальный раунд. Бензин. Пауки лоу, пауки лоу, пауки лоу. Види, на ваши головы бьешь? Вот мы сейчас и узнаем. Бьет он раунд, да, раунд кик головы или нет. Ну, на повторе был все-таки виден удар в пах. Поэтому все. Ну да, скользом такой, ага, вот он пролетела нога. В действительности, вот ее видно было. Ну, рефери грамотно оценил обстановку и принял правильное решение. Очень хорошая работа рефери на этих соревнованиях. Ну, ребята достаточно все опытные. Я вот с этими судьями, наверное, порядка уже 10 лет работаю, поэтому грамотные ребята, молодцы. Вот увидим, как спортсмен красного угла использует установки своего угла. Им посоветовали наносить больше ударов в корпус. То есть, как вы видите, правой рукой он бьет в корпус каждую свою атаку, тем самым еще больше Очень выбивая. грамотно, да, функциональность. Очень грамотно. Молодец. Ну, вот Хорошее тут же попадание. пропускает, да. Хороший бой, действительно, ребят показывают. Восстановился все-таки, воюет спортсмен синего угла. Это видно, что тяжело ему, но Ну, такие неакцентированные удары трудно считать. Возможно, их судьи и не считают. А вот такие вот акцентированные, когда спортсмены собираются в этот момент. Хорошее попадание в голову. Вот видим, как одно движение может поменять. да, но вот сейчас 3 удара он пропустил, спортсмен из Якутии таких. Застоялся только, и вот сразу же обратка. И опять снизу Хороший удар апперкот. пропустил. Опять пропускает 2 удара. А это сейчас может повлиять, честно говоря, на ход боя. Ну вот сейчас абсолютно верно отсчитал нокдаун. Хотя технического действия не было, он просто устал. Он просто провел вот эту сейчас комбинацию со своей стороны, завоевал баллы и тут же получается 2 балла отдал. Ну вот у нас 20 секунд осталось.
выполнил установку тренера. Вот он перевел удар в голову с ноги на фоне усталости. Ну что, раунд окончен, и весь поединок окончен. Но вот, честно говоря, если бы не нокдаун, то, наверное, сомнений бы не было выигрыша спортсмена красного угла. Вот просто смазать может, потому что это 2 балла нокдаун. Он, конечно, не решает, что это победа, раз он нокдаун провел. Но, тем не менее, он набрал баллы. Ну, посмотрим, какое решение будет судьи. В данном поединке на классном решении судьи победу одержал боец синего угла. Да, я вот о том, о чем говорил, что в 3-м раунде спортсмен красного угла просто застоялся и пропустил большое количество ударов. Акцентированных ударов, Да, которые судьи да. не могли не оценить. Да, это порядка 5 ударов где-то, я думаю, вот я так быстренько посчитал, и такой сбоку, снизу, по печени, снизу. Здесь все по защите пока. Ну вот по животу, да, это в начале раунда было. Но он не сильно акцентированный, проходит больше вскользь, поэтому смысл такие считать иногда удары не идут. Да, их не то что смысл, их и не должны спортсмены. Вот да, вот здесь вот после этого фронт-кик, как он вывел, вот оно Хороший попадание. удар. Вот сбоку, вот еще один сбоку. Вот так вот Удар. одно Вот уже действие, 4 удара, точно. одно действие переломило ход поединка. Да. Несмотря на нокдаун, несмотря на 2 балла, ему хватило все-таки задела для победы. Да, он большое количество просто в 3-м раунде. Действительно, вот эти подряд комбинации, которые он провел, и, в принципе, привели его к победе. Мне бы вот хотелось отметить в Якутии очень хорошую судейскую бригаду. Во-первых, это очень дисциплинированные, вот именно судьи из Якутии, очень дисциплинированные судьи по своему таймингу, по работе, по знаниям, как они семинары посещают. Конечно, и работу руководителя ихнего, Руслана Савинова, с которым мы больше 20 лет работаем вместе. Сергей Егоров, наш знаменитый спортсмен и судья международной категории. Сегодня вот он старшим как раз ринга работает. Ну, поддержу вас. Очень мне нравится судейство. На высшем уровне все проходит, и от боя к бою мы это все наблюдаем. А у нас следующий поединок – это Шпак Владимир, представитель Камчатского края в красном углу, кандидат мастера спорта. И Серебряков Марк из Приморского края, 2-й разряд, весовая категория 67 килограмм. Вот такой очень опытный достаточно уже спортсмен Шпак. Он уже этот спортсмен боксировал и на всероссийских соревнованиях, и на первенстве России. Мы видим разнообразные комбинации в исполнении красного угла. Но спортсмен синего угла тоже достаточно опытный. Тоже находит удачные моменты для себя и попадает. Ну, первый раунд больше разведки. Здесь они не пошли в открытый бой. Пока смотрят слабые стороны друг у друга. Пытаются использовать сильные стороны. Хороший лоу-кик в исполнении спортсмена красного угла. Здесь подскользнулся, ничего не было. На самом деле приятно такие бои наблюдать, смотреть, что это даже мы сейчас находимся на федеральном округе, не на чемпионате России, а такие очень конкурентные бои, интересные. Видна работа тренерского состава именно в субъектах. И, конечно же, такие спортсмены многие запоминаются. И я вот уже приезжаю на чемпионат России, и как главный судья, конечно, видишь иногда в списках или смотришь на ринге и понимаешь, что будут там сильные конкурентные поединки. Давай так вот. Забудь про лоу вообще, просто вообще. Камчатский Ну, край. раунд, идти вперед и просто боксировать. А ногами ставить щиты. 8 лет. Вот ты пытаешься бить лоу, а у нас медленнее получается. И не такая сочная. А он снимает более... Попробуй сейчас просто побоксировать. Забудь про это.
Ну вот мы видим, что очень грамотно на самом деле работа секунданта Семена Полищука. Еще раз напомню, что ну, этот тренер с большим опытом, постоянно находится на всех сборах сборной России, молодежной, взрослой сборной приезжает, богатый опыт. Ну и соответственно вот слышим его работу, подсказки для спортсмена. Это, конечно, дорогого стоит, когда не просто спортсмена гонят: иди дерись, иди что-то делай, а что делай, как говорится, он не понимает. Очень грамотная работа секундант. Я думаю, что это потом принесет свои плоды, может быть, не сегодня, не завтра, а чуть позже. Ну да, спортсмену лишь приходится выполнять все эти установки. Опытные спортсмены это делают более удачно, менее опытные не всегда получаются. Но посмотрим, как пойдет поединок. Спортсмен синего угла старается поджимать, стараться поддавливать, не давать много пространства спортсмену Шпаку, представителю Камчатского края. Но постепенно Шпак разбирается. Все дальше и дальше отходит, попадает и опять уходит на свою дальнюю дистанцию. Но он работает, Шпак, если мы видим, и на входе, и на выходе. То есть, обратите внимание, он где-то на сайдстепах, где-то входит в атаку, и с атаки выходит вот опять с лоу-киком. То есть, ну, видно, конечно, что уже опыт такой. Ну, тут видно, что более опытный спортсмен во втором раунде все увеличивает, наращивает свое преимущество в этом поединке. Ну да, постоянно смещается, не застаивается, работает от первого на второй номер. Вот можно заметить, да, более тяжелая весовая категория, а спортсмены двигаются более легко, больше передвижений, маневренные очень. Да, динамика хорошая. Вот тут же первым номером вошел и на выходе опять отработал. Вот, поменял стойку. Вот по разным этажам, с разных сторон, слева, справа обрабатывает. Оба спортсмена, несмотря на то, что прошло уже 2 раунда, и все-таки оба спортсмена сели передохнуть, потому что после первого раунда они стояли. Ну, конечно, ноги все равно где-то закисляются, и нужно маленько, чтобы приток крови Ты пошел. не отпускаешь, не бей его. Бокс, не бей его. Вот, мы видим, советует секундант синего угла применять бокс. Но он ему говорит о том, что на противодействие, когда тот работает ногами, атаковать с рук, когда тот атакует с рук, добавлять лоу-кики. Ну, грамотное такое противодействие на какие-то контратаки оппонента. Но сложно это все-таки сделать в ринге, когда не хватает еще того опыта или динамики, там, функциональности против такого соперника. Ну да, синему нужно прыгнуть выше головы, все-таки собрать всю волю в кулак и пойти, постараться вообще не дать ничего сделать Шпаку, чтобы хоть какие-то моменты у него были удачные, потому что очень тяжело у него получается, и в ближнем бою он пропускает удары. Вот мы видим, он старается, но это только начало раунда, посмотрим, как после середины раунда будет идти бой. Шпак все еще контролирует дистанцию, удобную для него. Очень хорошо, легко на ногах двигается. Ну да, встречные удары с ног он делает, фронт-кик с левой ноги, с правой ноги. Хорошее попадание. Да, пропустил. Но вот не стоит все-таки синему отходить назад. Уже все, 3-й раунд. Нужны вот такая вот хорошая Что атака. называется, прилипнуть надо. Все, прилипнуть, не отпускать. Да, может быть, что-нибудь да и попадет.
Хорошее попадание вот сейчас было Да, спортсмена с синего правой угла. руки, да, прекрасно. Но уже сил не хватает для того, чтобы продолжить эту успешную атаку. Обыгрывает его спортсмен красного угла, Шпак. Еще одна хорошая. Вот, обыгрывает эти лоу-кики, приносят баллы. Вот. Молодец, молодец, включился, молодец. Вот чуть пораньше включиться. Ну, рассуждать здесь, в комментаторской, что называется, хорошо всегда. Выполнить это не всегда там получится. Хороший фронт-кик в голову с переводом. Вот бы еще 5 секунд поработать надо. Ну, И попадает, хорошо. прекрасная двоечка, стандартная такая выполнена. Несмотря на то, что спортсмен красного угла намного опытней. Прекрасный поединок. Да, очень хорошо себя проявил Серебряков Марк. И в будущем послужит ему хороший такой момент, что он хорошо отбоксировал, получил опыт. Ну, вот правильное замечание, что ты его передышал, но передышал поздно в третьем раунде. Это нужно было делать раньше. Да. Ну, абсолютно закономерная победа. Я думаю, спортсмен для себя тоже выводы сделает, что есть над чем поработать перед первенством России, над функциональностью. Что этот парень на России может уже приехать и дать ей совершенно другой бой. Ну что, у нас следующий поединок, и опять у нас противоборство Приморский край, Хабаровский край. Я вот вижу, секундирует два товарища, два друга, Семен Полищук и Евгений Чижиков. Итак, здесь мне помогать сейчас будет, представьтесь. Наумов Никита Владимирович, тренер Кангаласской школы кикбоксинга. Итак, мы видим у нас следующий поединок, и у нас вот, я сказал, представители Приморского края и Хабаровского края. Весовая категория 67 килограммов, вторая пара. Ну, в первом раунде ребята пока присматриваются. Видны все равно такие атаки. Пытаются в первом раунде все равно завоевать центр. Ребят. Я смотрю, представитель Хабаровского края традиционно старается больше работать руками.
Хабаровский хороший бокс. Ну да, вот секундирует Евгений Чижиков, сказал он в свое время достаточно неплохо сам и выступал, и в кикбоксинге, и в боксе. Он вообще изначально тренировался и занимался боксом, и поэтому его ребята всегда выделяются достаточно хорошей работой на руках, ну и динамика и ноги, работа ног тоже. Так, окончен первый раунд. Пока такой сложный раунд для судей, чтобы предпочтение кому-то. Но предпочтение оно не должно быть. Судьи все-таки должны и обязаны оценивать только чистые акцентированные удары, дошедшие до цели, минуя защитного действия. Вот. Ну и в совокупности, кто наибольшее количество баллов наберет за 3 раунда, это на электронной системе видно. Всегда на чемпионатах России еще ставятся большие экраны, на которых видно счет каждого судьи после каждого раунда и счет поединка всех раундов. Здесь в данном случае тоже все судьи работают на электронной системе, электронное судейство, и в принципе можно увидеть работу каждого судьи или оценку за каждое техническое действие от судьи. Итак, у нас второй раунд. Но в отличие от первого раунда, хабаровский спортсмен занимает центр ринга в начале раунда. Но мы напоминаем вам, уважаемые зрители, что это у нас сегодня второй день соревнований, полуфинал, раздел лоу-кик, один из самых динамичных и скоростных разделов ринговой дисциплины. Напомним, что в кикбоксинге 3 ринговые дисциплины: это фулл контакт, лоу-кик и раздел К1. Данные соревнования являются отбором для дальневосточников на чемпионаты первенства России, который пройдет у нас в начале апреля в городе Анапа. Ну, в конце Прекрасная подсучка. В конце второго раунда уже центром ринга владеет спортсмен из Приморья. Вообще спортсмены из Приморья физически очень хорошо развиты и всегда на дальневосточных турнирах, да и даже на первенстве России выделяются хорошей физической подготовкой. Особенности климата, наверное, да, Александр Николаевич? Что особенности? Особенности приморского климата помогают. Ну, не скажу. Все-таки климат, наверное, суровее это в Якутии. Климат суровее в Якутии. И у каждого есть свои плюсы, свои минусы. Вот у нас второй раунд окончен. Я между раундами, наверное, хотел бы все-таки сказать и отметить прекрасную организацию всегда в городе Якутске турнира памяти Александра Иванова. Здесь много составляющих. Это поддержка огромная правительства Республики Саха-Якутия. Прекрасная работа Министерства спорта, министра Леонида Николаевича. Центр спортивной подготовки. Насколько вот в том году отметить хотелось чемпионат России. Один из лучших в России прошел это в городе Якутске в разделе К1. И, конечно, работа Центра спортивной подготовки. Великолепная команда. Ну и, конечно, семья Александра Иванова, которая всегда на протяжении 20 лет участвует в этом спортивном событии, в этом празднике для Якутии, для города Якутска. Пример, конечно, многим субъектам, регионам, как чтят память выдающегося спортсмена. Это очень круто.
В прошлом году мне довелось побывать на чемпионате и первенстве России в разделе Full Contact в Красноярске. И было очень приятно, конечно, слышать от представителей других регионов, что действительно в Якутске чемпионат прошел на очень высоком уровне. И представители других регионов отмечали гостеприимство, то, как встречали в аэропорту, расселение, трансфер. Все действительно было организовано. Но и в первую очередь мне все-таки тоже как земляку хотелось, чтобы другие уголки нашей страны увидели просто ребята с Дагестана, с Чеченской Республики, с Краснодарского края, могли увидеть, как вот одна из самых дальних точек нашей карты России по карте, да, как живут, какие устои, какой менталитет, как там, ну, ребят попали в хорошую достаточно погоду, правда, потом пурга началась, они увидели, что такое настоящий снег, пурга, и сколько эмоций было у ребят, именно и у молодежи, и у взрослых ребят, да и вообще у руководителей федераций, тренеров, насколько здесь менталитет гостеприимности. Понятно, все всегда говорят, на Кавказе очень гостеприимно, но увидели, что вот как в нашей Якутии, какое гостеприимство, потому что всегда находясь и работая в Москве, я всегда рассказываю своим друзьям, ребятам, как у нас в Якутии, где я родился, строганина, самое главное, ребята все попробовали. Для них, конечно, это был такой определенный, в хорошем смысле, шок, бешеное впечатление. Ну и вообще эта история, что на Дальнем Востоке впервые проходил чемпионат России по кикбоксингу, и тем более юбилейный. В том году было 30 лет Федерации кикбоксинга России. Ну и все-таки приятным событием стало, что финал чемпионата России и два чемпиона России именно во взрослой возрастной самой престижной группе стали в городе Якутске. Кроме того, юбилей еще совпал с юбилеем триумфа Александра Иванова. Абсолютно верно. Это, конечно, соединить два таких прекрасных события. Триумф Александра Иванова, первого чемпиона мира, и 30-летие Федерации кикбоксинга России. Впервые на Дальнем Востоке чемпионат России. Это, конечно, большой труд. Во-первых, это большая финансовая составляющая, потому что по логистике очень удаленный, еще раз говорю, субъект. И город, и руководство правительства Республики Саха-Якутия сделало все для того, чтобы все команды со всех уголков России смогли комфортно и, самое главное, финансово доступно добраться до города Якутска и выступить на этих соревнованиях. Ну и, конечно же, не могу не отметить работу Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия под руководством Сергея Александровича Ларионова, который взял буквально недавно, 3 года назад, бразды правления Федерации. И очень, я считаю, успешно. И это не на словах, а на деле было сделано. Поэтому очень много хороших слов хочется сказать, потому что действительно это такая... Может быть, многие не видят со стороны эту работу, вот, как сказал мой коллега, когда действительно встречают трансфер, размещение, а тем более тот ковид год тоже сложный был из-за ковидной ситуации, и очень много требований Роспотребнадзора, и все это было выполнено согласно требованиям. Это, конечно, дорогого стоит. Ну, нельзя не отметить, Александр Николаевич, нельзя не вспомнить Альберта Егоровича и ваш личный вклад в то, чтобы этот чемпионат привести в нашу республику. Для нас это был, для меня как тренера и моих спортсменов, настоящий огромный праздник спорта. Если мы выезжаем на чемпионаты России за пределы республики,
обычно для нас это уже всегда праздник, расширение кругозора для детей и так далее, то чемпионат и первенство России уже на нашей земле, это было уже таким сверхсобытием. Ну да, на самом деле, честно сказать, если бы 5 лет назад мне сказали, что в Якутии будет чемпионат России, наверное, я бы не поверил это до сих пор в это. И вот, вспоминая своего друга, близкого Альберта Иванова, Альберт Егорович, который когда-то предложил нам с Вадимом Украинцевым, на тот момент Вадим Украинцев был президентом, сейчас президент Бату Сергеевич Хасиков, и на тот момент предложил эту историю попробовать провести, и мы понимали, что это огромная сложность из-за логистики, но был большой плюс в Якутии. Уже на протяжении долгих лет проводится очень много международных соревнований. Это и по боксу, и по борьбе, и по дзюдо, и национальные виды спорта. То есть это и чемпионаты мира, и международные турниры. То есть бешеный опыт, который есть в этой республике, у нашей республики, в проведении. И, конечно, настолько сложно было действительно убедить на президиуме, членов президиума Федерации кикбоксинга России, что предоставить право проведения чемпионата именно в городе Якутске. И потом первый раз нам помешала эта пандемия, только началась, и пришлось перенести на следующий год, то бишь 21 год, хотя в планах стояло у нас в 2020 году провести чемпионат России в городе Якутске. И долгая работа и сотрудничество именно с правительством Республики Саха-Якутия дало стопроцентную уверенность, что чемпионат будет, он состоится в городе Якутске и пройдет на очень высоком уровне. И, конечно, возможность была вспомнить всех легендарных, не побоюсь этого слова, спортсменов из кикбоксинга, которые выступали под флагом не только России, а Республики Саха-Якутия. И, конечно, вот всю эту невидимую работу проделал, я откровенно могу сказать, это Альберт Егорович Иванов, мой близкий друг, Александр Михайлович Михайлов, Евгений Михайлович. Вот, и, конечно, хотелось отметить, пока у нас есть такая возможность, вот этот вот адский, наверное, даже труд, работу рутинную и документооборота исполнительного директора Федерации Николая Владимировича Слепцова, который делает очень большой объем именно контента с Федерацией кикбоксинга России, с документами, положениями, присвоениями документов. Ну и, конечно, это все в контенте в одном идет с поддержкой Министерства спорта и Центра спортивной подготовки. Министр спорта, если не ошибаюсь, на презентации программы проведения чемпионата России тоже присутствовал, да, презентовал, если не ошибаюсь. Да, вот предыдущий министр спорта Иннокентий Юрьевич, действительно, да, спасибо тогда ему за огромную поддержку. Он лично прилетел с презентацией в Федерацию кикбоксинга России на чемпионат России, который в Самаре проходил. Конечно, для многих членов президиума это был определенный шок, что сам министр прилетает с презентацией, очень грамотной, красивой презентацией о проведении чемпионата России в городе Якутске. И, конечно, это определенным тоже было определенной составляющей для принятия решения президиумом. Вот. Ну, как Вадим Владимирович всегда говорил, что, говорит, у вас есть земляк, который тоже в президиуме, в членах президиума. Вот. И, ну, это всегда, конечно, с улыбкой было сказано. И
действительно чемпионат России состоялся в прошлом году на высоком уровне. Но я думаю, у нас сегодня будут еще, если вот смотреть согласно сегодня состава пар, у нас начнутся боксировать мужчины. Очень много будет. Уже начали. Уже начали боксировать, да, пока мы вот рассказывали о прекрасном мероприятии, событии, правильно сказать, того года чемпионата России. У нас начали боксировать мужчины. Здесь уже появляются ребята и мастера спорта. Ну, в данный момент в красном углу ринга отдыхает Барашков Дуалан. Еще в прошлом году на вышеупомянутом чемпионате России он выступал в юниорской категории, то здесь уже он выступает среди взрослых. Это его дебют среди взрослых. Ну и как показал первый раунд, достаточно неплохо получается. Ну, я вспоминаю в этой весовой категории, в легкой весовой категории очень красивые, красочные поединки показывал Иннокентий Макаров. Из современных ребят можно отметить также Аяла Местникова, мастера спорта международного класса. Да, Аял Местников. Вообще вес традиционно наш такой. Да, я могу сказать, Аял такой воин с большой буквы. Показывает всегда очень яркие, мужественные такие поединки. Да, и в этом турнире, в этом чемпионате первенства Дальневосточного федерального округа Аял также примет участие. Хочется отметить работу рефери в этом поединке. Винокуров Егор, очень опытный рефери из нашей республики. Ну да, я сегодня уже говорил о том, что дисциплина очень на высоком уровне судейского корпуса Республики Саха-Якутия. Но мы видим здесь и опытный судья приехал у нас с Приморского края. Артем Янчев, уже достаточно давно он работает на российских соревнованиях, судья всероссийской категории. Приморская команда, с каждым турниром их массовое участие как снежный ком нарастает и по спортсменам, и по судьям. Хорошо, когда в одном федеральном округе есть такая команда, которая не дает расслабиться остальным регионам, сборным. Ну да, на самом деле, когда есть конкуренция, есть к чему расти, получать огромный опыт от своих оппонентов, соперников. И, конечно же, такие соревнования на Дальнем Востоке очень это сложно из-за логистики. Опять же, Дальний Восток огромный по территории, и перелеты, эти сложности действительно очень тяжело, но ребята приезжают и, невзирая на такие расстояния, очень достойно показывают конкурентные такие красивые, красочные поединки. Тем временем у нас закончился третий раунд. Спортсмены снимают экипировку. Испытывают облегчение от того, что поединок завершился, и пребывают в напряжении в ожидании вердикта судейского. Барашков Дуалан одержал победу. Удался, можно сказать, его дебют во взрослой возрастной категории. Буквально
Вчера мы были с руководством Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Александром Михайловичем Михайловым и Николаем Слепцовым у министра спорта Леонида Николаевича Спиридонова, который в том году очень сильно помогал в организации и проведении чемпионата России. И сейчас уже, будучи в должности министра спорта, мы обсудили определенные направления в развитии, дополнительные направления в развитии кикбоксинга, стратегию развития кикбоксинга и Республики Саха-Якутия. И получили полное понимание и одобрение со стороны Леонида Николаевича. Мы сейчас пока все секреты открывать не будем, но я думаю, что в ближайшие годы будут хорошие спортивные события для мира кикбоксинга именно в Республике Саха-Якутия. Самое главное, что есть хорошие тренерские кадры, спортивные, спортсмены, вернее, и для кого и под кого вообще эти спортивные мероприятия делать. Но это, в конце концов, это всегда праздник для республики, праздник для молодежи, праздник для спортсменов, праздник спорта. Да, кикбоксинг как вид спорта в нашей республике традиционно является очень популярным. Люди его действительно любят, смотрят, следят за результатами наших спортсменов на всероссийских и международных стартах. Тем временем у нас еще один дебютант из республики во взрослой возрастной группе. Это Петров Леонид, уроженец Уильского улуса. Имеет большой опыт выездных соревнований в юниорском возрасте и вот пробует себя во взрослом. Ему противостоит также спортсмен из Приморского края, Елисеев Николай. Тренером Леонида является Георгий Владимирович Халабышев. Настоящий тренер, настоящий друг детей, который всю свою душу вкладывает на благо развития кикбоксинга в Вилюйском улусе. В первую очередь детского, конечно, спорта. Это самое главное, когда тренер это отдушина для ребят, потому что все ребятишки к нам приходят с разной судьбой. Есть и сложная ситуация, когда тренер порой становится вторым отцом в мире спорта, а иногда и в жизни тренер. Это, конечно, дорогого стоит, когда педагогическая работа тренера видна в его становлении спортсмена, воспитании его, становлении мужчины. В этом поединке первый раунд, так же, как вы сказали, Александр Николаевич, сложным для судей оказался. Большое количество разменов. Разведка такая была боем, скажем так. Одно попадание боковое. Конечно, вот сейчас пока у нас пауза, и хотелось бы сказать, мне бы, конечно, хотелось на ринге увидеть еще и более, так можно сказать, глубоко земляков своих, Нижнеколымский район, поселок Черский. Понятно, что это очень далеко находится, но надеюсь, что в скором будущем оттуда спортсмены тоже появятся и будут выступать на соревнованиях по кикбоксингу.
достаточно уверенно проводит первый свой во взрослом возрасте поединок Петров Леонид. Если в нашей республике спортсмены чередуют выступления по кикбоксингу с соревнованиями по боксу, то приморские спортсмены чаще совмещают кикбоксинг и разные направления карате. Ну вот мы видим, закончился второй раунд. Ребят, все, вот Руслан пришел, он сел, сейчас включится в эфир. Николай, Приморский край. Он 2003 года рождения. Да. Имеет второй разряд. Занимается кикбоксингом 2 года. Проверяет 11 боев. Из них 9 одержал победы. Является финалистом первенства чемпионата Дальневосточного федерального округа в разделе К1. Тренируется под руководством... Ближнюю ногу мне, не дальнюю, ближнюю. Ближнюю? В левую его. Хорошо. Ты сейчас сколько раз туда попал, в конце начал промазывать. Опускает руки. Вот мы видим, тренера вносят коррективы по итогу второго раунда. Ну и третий, завершающий раунд. К нам присоединился судья международной категории по кикбоксингу Руслан Дмитриевич Савинов. Добрый день. В принципе, ребята оба подготовлены. Но на данный момент представитель красного угла Республики Саха-Якутия смотрится более предпочтительно. Тем не менее, что это его первый бой во взрослой возрастной Да, конечно. категории. Несмотря на то, что это его первый бой во взрослой, только первый год первые бои делает среди взрослых. И несмотря на это, он показывает неплохую выдержку, но отсутствие соревнований, конечно, сказывается немножко. Ну, Петров Леонид всегда выделялся такой хорошей антропометрией для ударных видов спорта. Обладает достаточно твердым ударом. Ну, всегда третий раунд это вопрос опыта, да? вопрос опыта и морально-волевых качеств. Поэтому Ну и, наверное, той формы, которую спортсмены приобрели. во время учебно-тренировочных сборов, да, конечно. И плюс добавок, наверное, все-таки свой багаж, который они, опыт, все-таки должен сказываться именно в последних раундах. Не зря их называют чемпионскими. Поэтому, мне кажется, у кого хороший опыт упорных поединков, тот в третьем раунде собирается максимально. Для человека далекого от кикбоксинга может показаться, что какой-то из спортсменов работает более активно, но в кикбоксинге в счет идут только нанесенные по правилам, точно дошедшие до цели акцентированные удары.
Поэтому активность работы по защите не В этом оценивается. футбольном бою победу по очкам одержал спортсмен Сиула Моисей Федоров. Смысл присоединения Янчик Артем. Как я уже говорил, вот в последние секунды третьего раунда решили исход поединка. Представитель синего угла показал более собранную и четкую технику, в которой он нанес точные удары именно в конце раунда, которые судьи посчитали. Бриф продолжает 12 пара спортсменов. Мужчины сегодня до 57 килограмм. Яков Вячеслав Республика, Асташков Антон, Тамарский край. Богатый состав пар на дебютантов. В этот раз у нас во взрослой возрастной группе. Да, многие ребята перешли именно с сеньорских рингов на взрослую категорию, поэтому дебютантов действительно много. Я думаю, что это показатель того, что спорт этот ребята любят, по завершению юниорской карьеры не уходят, а продолжают. Ну и поддерживается этот спорт в нашей республике традиционно. Ну, мне кажется, это не только это, и плюс добавок у нас, наверное, показатель развития, что не застаивается, а именно развивается, поэтому ребята пополняют ряды взрослых категорий. Опять же, работа тренеров, нужно подчеркнуть, они без устали работают каждый день, считай, без выходных, поэтому, мне кажется, нужно сказать спасибо им. Очень собрано работает представитель Хабаровского края. Асташков Антон является кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу. И противостоит же ему представитель Республики Саха Яковлев Вячеслав. Имеет первый спортивный разряд. Если бой продолжится в таком же ключе, я не думаю, что представитель Республики Саха добьется каких-то результатов. На данный момент полностью владеет ситуацией именно представитель синего угла Хабаровский край Асташков. Закончился первый раунд, сейчас тренера несут коррективы по тактике ведения боя. Левую руку, бросила левую руку, правую ногу, левую руку по правую ногу, снизу зажимаю, держу левую руку. Под руководством Барашкова Алексеева.
при всем кажущем сумбуре, да, представитель синего угла гораздо точнее и техничнее ведет поединок. Ну, тот случай, когда опыт начинает сказываться уже в начале поединка. Ну и более активно он выглядит по сравнению с первым раундом. Уже... Да, он завладел инициативой, именно находится в атакующей форме, поэтому представителю красного угла, мне кажется, будет тяжело перехватить инициативу и склонить чашу весов в свою сторону. Ну, при всей доминации стоит отметить, что представитель синего угла Хабаровского края, тем не менее, сохраняет строгую, собранную стойку, старается не раскрываться, не отдать ненужный балл сопернику. Мы же слышали, как представитель секундировал и говорил своему воспитаннику и установки давал. Он строго следует установке. И они приводят его к первому нокдауну. Синему рынку готовится продолжить бой Асташков Антон. Иван Сексрат. Антон 2004 года. Является международным спортом. Победитель тенниса КФО 2021 года. Тренируется под руководством Дарьи Асташков Антон, Хабаровский край, синий угол. Любые соревнования, в том числе дальневосточные, являются своего рода контрольной работой для каждого спортсмена. И самое главное в этих соревнованиях — показать тот уровень, который был набран, и сделать выводы, если что-то не получилось. Да, и это, конечно, проверка морально-волевых качеств тоже. Очень большое значение имеет именно морально-волевые качества, когда при всей подготовке у некоторых ребят, возможно, именно морально-волевых качеств не хватает, чтобы довершить поединок на минорной ноте, можно сказать, да? Ну да, но и контрольная работа — это не только для спортсменов, это и для тренеров, и судей, и организаторов. Ну вот мы видим второй нокдаун в исполнении спортсмена с синего угла. Удар он четко пропустил. Совершенно правильно рефери отчитал нокдаун. Рефери. Досрочная победа представителя Хабаровского края, чему, можно сказать, и шло. Хотела очень ударить руками пробить, да? Да. Я не видела заряженную. Заслуженная победа. Бедуянова преимущество победа одержал спортсмена синего угла Восточного округа.
В отличие от профессионального спорта, задача рефери в таких турнирах более строгая, ответственность больше, сохранить здоровье спортсмена. Да, именно сохранение здоровья для рефери это главное. Зрелищность уже уходит на второй план, когда речь идет о самом главном. Да. У ребят жизнь не заканчивается 3 раундами, поэтому нужно сохранить здоровье и спортсменов, не привести к тяжелой травме. Совершенно правильно сделал рефери, что досрочно остановил поединок. В следующем поединке у нас встретятся двое представителей Республики Саха. Ну, по опыту можно сказать, что у Босикова и Тита боев побольше будет, но опять же загадывать не будем. Тут Да, основную массу боев он провел также в юниорской возрастной категории, зачастую во взрослом возрасте. Картина может выглядеть совершенно по-другому. Но мы видим, что он работает спокойно, собрано. И по опыту, судя по всему, превосходит своего оппонента. Да, конечно, это видно невооруженным глазом, во-первых. Во-вторых, ну, у представителя синего угла боев не так много. Поэтому, видимо, еще на фоне выхода в ринг он... Что тоже осложняет работу рефери в этом поединке. И облегчает работу боковых судей. Может быть, вы меня поправите? Да, конечно, вот когда у одного спортсмена опыта побольше, и он ведет более отчетливо и акцентированно удары проводит, то боковым судьям абсолютно легко и читаемо это все. Но опять же это кикбоксинг, поэтому в любой момент, как говорится, могут выключить свет. Поэтому фактор лаки-панча никто не отменял. Начался второй раунд. Самое время применить
те коррективы, которые тренера внесли по итогам первого раунда. Поработать с тем, что показала разведка. Несмотря на разницу в опыте, спортсмен синего угла морально-волевыми качествами не обделен, прикладывает все старания. Для того, чтобы поединок ни для кого не оказался легким. Да, такие удары случаются. Это не только просто вина спортсмена, который нанес удар, это и также обоюдная вина спортсмена, который получил удар, потому что это все в движении находится. Если обратиться к статистике, как вы и сказали, спортсмены высокого уровня, мастера спорта международного класса не так часто. Зрелищный удар. Да. Очень эффектно получилось. Мы стали свидетелями красивого, техничного Нокаута. в исполнении Босикова Тита. Это кикбоксинг. Такое тоже может быть. Это, наверное, из тех боев, который был выигран на тренировке, можно сказать уже. Да. Вопрос подготовки. Именно. Это домашняя заготовка, которая привела к эффектному завершению этого поединка. Ну и, естественно, такие, вы, может быть, опять же, не поправите, по моему опыту, такие нокауты, такие завершения поединков зачастую происходят, если существует значительная разница в уровне подготовки спортсменов. Ну да, это и разница в уровне подготовки, и опять же, как уже было сказано, что это домашняя заготовка, которая делается сотни тысяч раз на тренировках. В следующем бою снова встретятся двое представителей Республики Саха. Это действующий чемпион России, мастер спорта Сивцев Тимофей. Весовая категория та же, 60 килограмм. И Сорокин Сергей, также представитель Республики Саха. Если сказать пару слов о Тимофее Сивцеве, то он тренируется уже давно, больше 10 лет. В 2021 году на чемпионате России, который проходил в городе Якутске, в весовой категории 57 килограмм в разделе К1 стал чемпионом России.
мастер спорта, как уже сказано было. Достаточно насыщенным был для Тимофея 2021 год. Также он был победителем всероссийского турнира Moscow Open, который проходил в Истре. Я на том турнире был и наблюдал своими глазами 3 поединка в исполнении Тимофея, в которых от боя к бою он набирал обороты, показал себя действительно с самых лучших сторон, как турнирный боец. Можно сказать, в том турнире он на пути к первому месту никого не почувствовал. Он очень ответственно относится именно к подготовительному этапу, тренируется. Как мне иногда говорят, да, он действительно фанат в хорошем смысле этого слова. Поэтому что и ведет его к победам, можно сказать, да? Наверное, вы со мной согласитесь, ребята, которые действительно ответственно относятся к тренировочным мероприятиям, они и лучше готовы и выступают, можно сказать, гораздо лучше. Что называется, дисциплина бьет класс. Да, именно. Это можно отнести ко всем аспектам, наверное, современной жизни и спорту в частности. Мы видим, что Тимофей события не форсирует. Также видна разница в уровне подготовки. Да, мне кажется, он ведет себя осторожно, чтобы и самому не травмироваться, и своего соперника особо не травмировать. Да? Ну, это, как мы с вами сказали, турнирный. Это отличие турнирного бойца, Ну, да. который распределяет силы на весь свой путь на этом турнире, в отличие от профессионалов, у которых достаточно долгая подготовка ради одного боя, в котором они отдают себя полностью. В любительском спорте так нельзя, потому что после первого боя нужно оставить и силы, и ресурсы для продолжения своего движения в турнире. Да, это и психологическое вот этого состояния тоже зависит. Если человек эмоционально выдохся в первом же бою, у него второго боя не получится. Ну и тренерская установка. Да, конечно. Что поставил тренер? Он 1999 года мастер спорта Российской Федерации. Занимается кикбоксингом 11 лет. Закрутами по 2 удара. Является По 2 удара. Руками по 2 удара. чемпионом России 2021 года и победителем международного турнира Москва 2021 года. Разделитель они тренируются под руководством Слуцкого Алексеева. Сиркин Тимофей, Республика США, Краснодар. На данный момент представитель синего угла даже не знает, откуда ждать атаки, поэтому он немножко тушуется и пытается сделать установки тренера. Далеко не все, конечно, получается у парня. Парень молодой, только перешел во взрослую категорию и сразу против мастера спорта. Нужно отметить, что вчера Сорокин Сергей
в достаточно конкурентном бою одержал победу. Что касается тренерских установок, да, действительно, на высоком уровне чудеса являются редкостью. И пока ему приходится только работать с тем, что позволяет, да, Тимофей. В принципе, к чему и шло, что парень пропустил. Тимофей отработал по защите очень грамотно и нанес удар в область печени. как говорят в шахматах, устранил защитника фигуры, Да. и провел атаку. Для Сорокина Сергея, наверное, это поражение из тех поражений, которые дает намного больше, чем дала бы какая-то победа, потому что разделить ринг со спортсменом такого уровня, мастером спорта, принесет ему наверняка больше пользы, Да, если нежели горечь поражения. Если спортсмены думающие, да, они из поражения выносят больше пользы, чем, да, от некоторых боев, в которых они одержали победу. Как звучит один из афоризмов, кем-то высказанный: я либо проигрывал, либо чему-то учился. В следующем поединке встретится представитель Республики Саха и представитель Камчатского края. Никитин Аял, Республика Саха, Беляев, Владислав, Камчатский край. Беляев Владислав заявлен в этом турнире как кандидат мастера спорта, но на прошедшем в конце года Кубке России, который проходил в Республике Башкортостан, город Туймазы, Беляев Владислав выполнил норму мастера спорта России в разделе К1. Довольно хлестко начали поединок, без никаких разминочных и разведывательных. Оба спортсмена заряжены. Да. Представитель красного угла, уроженец Нюрбинского улуса, земляк, в честь Александра Иванова, в честь кого проводится турнир, из одной деревни. Поэтому у него настрой только вперед, выиграть. Ну и знаменитая Нюрбинская школа бокса видна уже по первой минуте. Никитин Аял делает акцент на удары по корпусу, что тактически очень верно. Да, если что называется, бьет по бензобаку. да, если с первых минут, секунд отрабатывать удары по корпусу, к третьему раунду это дает неплохой такой. Ну и как мы можем видеть, немного ему удалось охладить, скажем так, пыл соперника, который ни в коем случае не собирается проигрывать.
Последний раз Беляев Владислав приезжал в наш город еще в юниорском возрасте. Тогда ему не удалось зацепиться за медаль на первенстве еще тогда Дальнего Востока в разделе К1. Глушаку проиграл, да? Да, он проиграл спортсмену как раз таки из поселка Кангаласы, Глушак Игорю. Но уже тогда Владислав выделялся ярко своей физической подготовкой. И нанес достаточно серьезную, проиграл, но нанес серьезную травму Глушак Игорю, что не позволило ему продолжить поединки на том турнире. Сломал переносицу, по-моему, да? Да. Но это произошло за, если не ошибаюсь, 11 секунд до конца третьего раунда. Врач осмотрел, позволил спортсменам продолжить бой. И по итогу решением судей победа была присуждена Глушак Игорю. Но, как мы видим, Владислава это ни на секунду не остановило. В его спортивном пути он выполнил норматив мастера спорта. И в этом году видимо рассчитывает на очень хороший результат на официальных стартах. Да, серьезная будет заявочка на чемпионате России. Но этот вес очень конкурентный вес, весовая категория именно. На чемпионатах России очень много народу, по 16-17 человек бывает. Поэтому я думаю, что и легкой прогулочки там ни у кого не будет. Да, чемпионат России в спорте высших достижений, наверное, легкой прогулки в принципе быть не может. Ну и Владислав, видимо, на нее не рассчитывает, заряжен. Очень хорошо держит удар, видно, парень подготовленный. Но немного замедлился. Может, да, это сказались удары по корпусу. Конечно. Вот. Человеку далекому от кикбоксинга может показаться, что работа происходит достаточно сумбурно, но поверьте, каждый удар по защите, в локоть, в перчатки, по блоку, каждый удар делает свое дело. Наносит урон, замедляет соперника. Вот сейчас мы видим конец второго раунда. Уже замедлились достаточно оба. Аял Никитин работает более выборочно, старается работать на точность. Владислав же, в свою очередь, старается брать количество. Занимается кикбоксингом 3 года, еще Аял Никитин. Является финалистом чемпионата Дальневосточного мирового округа 2022 года. Тренируется под руководством Алексея Иванова. Провел 136 боев, и там является финалистом первенства России, финалистом турнира 2018 года. Тренируется под руководством Кондратия Артурова. Заключительный третий раунд. Мне уже сейчас интересно, что происходит в судейских, что раньше называлось запиской, а сейчас в судейской программе. Ну, мне кажется, преимущество есть все-таки представителя синего угла.
Да, наверное, за счет нанесенных, большего количества нанесенных лоу-киков. Да, ударов по бедру. Вот опять же удачная атака. Кстати, отличительной особенностью между разделом К1 и разделом лоу-кик является то, что в разделе лоу-кик удары ногой могут наноситься только по бедру, тогда как в К1 удар наносится по всей поверхности ноги. Также в юниорской карьере, если так сказать, Владислава, можно было отметить то, что он с первого раунда всегда начинал работать очень активно, и зачастую это для него выходило боком, в том плане, что на третий раунд сил оставалось не так много. Здесь мы видим, что сил у него предостаточно. Ну, это такая характерная особенность именно молодых ребят, юниоров, юношей, которые пока еще не умеют распределять силу на весь бой. С опытом, конечно, это меняется. Ребята учатся на своих ошибках и распределяют уже силы на весь поединок. Поэтому на данный момент мы, конечно, видим, что до последней секунды концентрацию не теряют. Бой окончен. В этом бою единогласным решением судьи одержал спортсмен синего лагеря Владислав. Не сомневался Владислав в своей победе. В следующем поединке у нас достаточно интересная пара. Представитель Республики Саха Попов Павел, кандидат в мастера спорта, очень опытный уже во взрослом возрасте спортсмен. Также он становился чемпионом республики по боксу. И в этом поединке ему будет противостоять представитель Приморского края Логиновских Сергей, который дебютирует во взрослой возрастной группе, да, но при этом он является очень-очень неудобным соперником для любого спортсмена. Он отличается своей именно манерой ведения поединка. Очень он боксирует креативно, с применением большого количества разных обманных действий, финтов, что очень часто составляет большую проблему для его соперников. Ну, мне кажется, тут Никита Владимирович, любой соперник — это большая проблема для его соперника. Да, Логиновских Сергей, откуда я это знаю, он встречался также с одним из моих воспитанников, еще по юношам. Уже тогда он показывал неплохие результаты. И, если не ошибаюсь, на первенстве Европы или мира он становился призером. Призером он был именно на первенстве мира. Да. Ну ничего, посмотрим. Да, сейчас, будем смотреть. Что победит Уже опыт или молодость. Уже по начальной стойке Сергей показывает, что он готов сражаться. Посмотрим, что он противопоставит опытному спортсмену из нашей республики. Да. Ну и в начальных же связках Попов Павел показывает, что готов к его сюрпризам. Юность, молодость и даже задор Сергея не найдут ничего легкого в этом поединке.
Попов Павел тоже, кстати, является таким настоящим патриотом и фанатом этого вида спорта. Путь его складывался непросто. Боксировал он практически только во взрослом возрасте, насколько я помню, по крайней мере. И от турнира к турниру становился только лучше. Ну, надо сказать, что у него соперники всегда были. Да, оппозиция у него была всегда очень серьезная. Судя по манере ведения боя, Павел ставит для себя задачей сблизиться, потому что именно на дистанции он, видимо, хорошо изучил своего соперника. Именно на дистанции он представляет большую опасность. Да, ему сейчас нужно перехватывать именно в средней дистанции и на средней работать, потому что на дальней дистанции видно, что у Логиновских работают больше ногами и достаточно скоростные у него удары. Счет боя не ведет, тренируется под руководством Алексеева Мигалкина. Попов Павел, Республика. Начался второй раунд. Центр ринга занимает спортсмен из нашей республики, что для Сергея Логиновских не свойственно. Это о многом говорит. Понял. А к нам присоединяется мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион Европы Колтовской Вадим. Всех приветствую, дорогие телезрители. Ну вот, Попов Павел уже полностью, можно сказать, завладел инициативой. В конце второго раунда по лицу Логиновских Сергея видно, что тяжело ему приходится. Да, как мы видим, тут бой идет такой упорный, можно сказать. Оба спортсмена опытные. Попов Павел уже тоже занимается давно. Вот, второй раунд закончился. В особенности тяжело приходится, я как вижу, на руках бороться представителю
Приморского края с нашим спортсменом. То, что Попов Павел являлся победителем чемпионата республики по боксу. Да, как я помню, Павел вообще, опытный спортсмен, он много раз участвовал на чемпионате России, вроде становился и чемпионом Дальнего Востока, по-моему, если память не изменяет. У нас начинается третий раунд. Раунд, где та форма, которую набрали спортсмены, и тот опыт, который они имеют в своем багаже, будет играть определяющую роль. Хороший лоу. Очень острые размены на руках. Строго по установке тренера действует Попов Павел. Красный спортсмен красного глава пошел вперед. Получается 45 секунд до конца боя. Тут уже играет характер. Спортсмены это понимают и сейчас, получается, полностью во всю силу работают. Также Попов Павел долгое время занимался тайским боксом. Ближе, наверное, ему все-таки раздел К1, но он себя тоже по лоу, в принципе, неплохо себя показывает. Да. Можно сказать, не весь свой арсенал он использует. Да. В противостоянии с молодым приморским спортсменом. Гон. Сейчас ждаем решения судей. Думаю, поединок сложился для судей не Да. сложно. Как мы видим, еще осталось достаточно много энергии у Павла. В этом году победу очками одержал спортсмен синего угла. Опа. Интересно, интересно. Такое тоже бывает. Даже удивительно. Ячев показывает Щербачкову. Федоров. Константинов. Следующий нас боксирует пара номер 17. Да. Опять же, двое представителей нашей республики. Васильев Федор и Петров Айтал. Петров Айтал тоже достаточно опытный спортсмен, является кандидатом в мастера спорта. Неоднократно участвовал на чемпионатах России. Да, помню, вот. Ну, а с Айталом тоже вместе занимаемся. Получается, он 2015, если не ошибаюсь, занимается. Тоже участвовал много раз на чемпионате России. Является чемпионом Дальнего Востока. Вот последний раз ездили ребята в Сахалин. Он там занял первое место на Дальневосточном федеральном округе по версии К1. Также в этом году Петров Айтал выиграл чемпионат нашей республики по кикбоксингу. Это, по-моему, в январе, да? Да, в январе проходил в спортивном комплексе Дахсун.
Соперник его Василий Федор. Я вот Василия Федорова вижу впервые. Тоже. Посмотрим. Вперед, да? Очень активно работают спортсмены уже в первом раунде. Василий Федор, несмотря на то, что раньше я не слышал о нем, он достаточно активно ведет поединок. Можно сказать, прессингует. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Наумов Никита Владимирович. Я тренер Кангаласской школы кикбоксинга. И мой коллега, мастер спорта международного класса, чемпион Европы Колтовской Вадим. Всем здравствуйте, ребят. Дорогие телезрители, сейчас мы наблюдаем чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу в разделе Low Kick. Сейчас уже идут бои. По счету у нас 17-я пара. Боксирует с красного угла Василий Федор, спортсмен синего угла Петров Айтал. Это полуфинальный поединок весовой категории 67 килограмм. Мужчины. Первый раунд. Первый раунд проходит у нас достаточно активно. Никто из спортсменов, являющихся земляками, не намерен уступать. Да, демонстрирует такой бескомпромиссный бой. И уже за 5 секунд до конца первого раунда рефери открывает счет представителю красного угла. Рефери в ринге Янчев Артем Олегович, судья всероссийской категории, представитель Приморского края. Перерыв между раундами. Отличная возможность для тренеров внести коррективы по действиям своих спортсменов. Вот, секунданту дают советы, как работать. Да, представителю красного угла секундирует Аял Мигалкин, тренер спортивного клуба СВФУ. Спортсмена же синего угла секундирует и дает советы Михаил Иванов, мастер спорта, представитель спортивного клуба Кутсюр. Начинается второй раунд. Как показал первый раунд, опыт Петрова Айтала приносит ему свои плоды. Поединок остановлен. Удар ниже пояса. Немного низко пришелся удар. У спортсмена по правилам вида спорта кикбоксинг есть 2 минуты на восстановление, но Петров Айтал восстановился практически сразу. Несмотря на нокдаун в первом раунде, поединок достаточно конкурентно проходит. Несмотря на то, что спортсмены оба являются представителями Республики Саха, друг друга, скажем так, они не жалеют. Работают плотно. Каждый хочет победить. Да, как мы видим, спортсмен синего угла сейчас поддавливает соперника. Да, плотность ударов, их количество, да, значительно бьет больше. больше лоу-киков. Тут очки больше считают за лоу-кик, если удар приходится
очень плотно, то ну, это чисто очко считается. Начинает все сильнее сказываться опыт. Да. Ни сантиметра, можно сказать, свободного пространства не дает Петров Айтал своему оппоненту. Но тем не менее Василий Федор держится. Да, не намерен уступать и готов использовать любую возможность, которая ему предоставится. Супермен панч мы только что посмотрели в исполнении Петрова Айтала. Да, Супермен панч является отличительной особенностью тех разделов, тех видов спорта даже, в которых используются ноги, потому что спортсмен отвлекает, показывая удар ногой, и неожиданно наносит удар рукой, преимущественно задний. Занимается кикбоксингом 5 лет. Счет проекта идет, тренируется под руководством Алексеева Андрея. По ходу поединка коррективы вносят не только тренера, но и, как мы видим, рефери. Какие-то свои, видимо, небольшие замечания, чтобы предотвратить остановки лишние в третьем раунде. И у нас последний раунд, сейчас будет третий, решающий. Да, поединок начинается. Первую половину раунда уже мы видим, что Петров Айтал делает акцент на удары по корпусу, что, несомненно, в концовке раунда даст свои плоды, что называется, бьет по бензобаку. Да, как мы знаем, удар по корпусу это очень такой, сбивается дыхание, все органы начинают плохо работать, и человек быстро устает. Да, если даже удар пришелся по защите, все равно урон, да, там бывает. Уже начинает Айтал работать по этажам, стараясь усыпить бдительность своего оппонента, работать неожиданно. Как мы видим, красный не сдается, вот тоже показывает свой характер, сила духа. Тоже парень молодец. Василий Федор является представителем спортивного клуба СФУ и тренируется под руководством Аяла Мигалкина, который тоже в свою очередь всегда боксировал, что называется, на характере. И, как мы видим, его воспитанники стараются не уступать. Хорошая серия с рук. Поединок завершился. Я думаю, что для судей тут все было очевидно. И сюрприза не будет. Спортсмен из Гринева. В этом бою победу единогласно одержал спортсмен синего угла Петров Айтал, Республика Саха. Достаточно свежим выглядит Айтал после завершения 3 раундов. Опыт сказывается. В следующей встрече у нас встретятся снова двое представителей Республики Саха. Представитель города Якутска Зуев Мацур, тоже дебютирующий во взрослой возрастной категории. И
представитель города Нерюнгри, Курбонов Мухаммад Давуд. Это у нас весовая категория 67. Весовая категория та же, 67 килограмм. Оба имеют первый взрослый разряд. Хочу отметить то, что Давуд Курбанов, он боксирует давно. Я с ним не раз встречался тоже. Только в то время он боксировал на весовой категории 60 килограмм. Сейчас, как мы видим, он боксирует на 2 категории выше. Да, но были перерывы в его карьере. И противостоять ему будет молодой, только начинающий свою взрослую карьеру Зуев Мацур. Сразу плотно соперники сходятся в противостоянии. Очень плотный бой. Курбанов, по-моему, Курбанов. С места в карьер, можно сказать, вернулись спортсмены. Первый раунд проходит практически без разведки. Мухаммад Давуд боксирует, кстати говоря, по разным видам спорта. Боксировал в разное время по разным видам спорта. Это сказывается, наверное, в том, что сейчас он иногда прихватывает ногу. Мышечная память, что называется. Да, видать. Зуев Мацур является воспитанником Сергея Владимировича Хлопкова. Тренируется достаточно давно. Да, очень бескомпромиссный бой мы наблюдаем. Никто не хочет уступать. Оба вышли в этот ринг только за одним. Конец первого раунда. Да, посмотрим, какие коррективы будут внесены. Он 2003 года рождения, имеет первый разряд. Занимается кикбоксом 5 лет. Счет дает передел, тренируется под руководством Николая Алексеева. Я даже помню, когда Давуд боксировал в категории 51 килограмм даже, да, против Маралдоева Эрдема. Это проходило в клубе «Парадокс». Это были профессиональные бои. 2000, по-моему, 10 или 11 год. Да, где-то в этом промежутке. И сейчас уже 67 килограмм. Тренером Давуда является Ланцов Анатолий Георгиевич, настоящий аксакал тренерского дела нашей республики. Самый возрастной, самый опытный тренер. Большое количество замечательных спортсменов вышло из его зала. Категория 67 килограмм. Вадим, может быть, меня поправит, но уже является такой категорией, где, в принципе, легких ударов уж точно не бывает. Даже да, конечно, вот. Даже если соперник не ставит такой целью нокаутирующий удар, да, приходит такие достаточно плотные все равно плотно, да. доходит удара.
Ну, я бы сказал, даже от 60, скорее всего, уже такие удары очень плотные приходятся. Многие спортсмены из 71 килограмма уже Артем Янчев, рефери данного поединка, объявил замечание спортсмену красного угла. В борьбе, в очень сильном желании выиграть, спортсмены иногда невольно, не со зла, что называется, допускают нарушение правил. Да, делают прихваты, Да, всяческие. именно в борьбе с этими элементами рефери вынужден иногда останавливать ход поединка. Как мы видим, поправка экипировки. Щиток вылетел. Перед началом поединков боковые судьи по правилам кикбоксинга осматривают экипировку. Экипировка на соревнования допускается только определенных производителей. Это обусловлено тем, что она призвана обеспечивать здоровье, сохранение здоровья спортсменов, и некачественная экипировка не допускаться на турниры не должны. Вот в повторах мы видим достаточно плотные удары. На замедленной съемке их уже становится лучше заметно. И видно, какой урон они приносят обоим спортсменам. Очень важно в таких полуфинальных поединках спортсмену сохранить ресурс на всю дистанцию турнира. И у нас заключительный раунд. Как мы сказали, в 67 килограмм уже очень ощутимый удар. Вот мы видим левой рукой, левым боковым ударом Зуев Мансур достает своего соперника, останавливает его. И вот представители 71 килограмм, они не особо стремятся скидывать вес, потому что в 67 килограмм практически удар тот же самый, как вот говорил мне Михаил Иванов, мастер спорта, действующий чемпион России именно в этом разделе. Он, кстати, на чемпионат России по лоу-кик, если я не ошибаюсь, приехал именно в категорию 67 килограмм. Да, был такой случай. Да, но выступил в 71 и стал чемпионом, выполнив норму мастера спорта и завоевав путевку на чемпионат мира. Так, рефери останавливает. Так, как раз за прихваты спортсмену с теневого угла рефери снимает балл. Когда рефери снимает балл со спортсмена, программа автоматически, судейская программа, она снимает 3 балла, заработанных им в ходе поединка. Особо конкурентных, вот мы видим, да, тоже и такую тайскую. Да, и восстанавливается, скажем так, равенство, то, которого они смогли добиться в предыдущих отрезках боя. Очень хороший поединок мы наблюдаем, конкурентный. Бескомпромиссный бой. Мацура Зуева
Открылось кровотечение из носа, что осложняет наверняка его дыхание, но не останавливает его ни на секунду. «10 секунд до конца поединка». Иногда эти 10 секунд являются ключевыми, так скажем. Определяющими в том плане, что если поединок близкий, этот волшебный балл можно забрать или отдать. Достаточно сложно придется в оценках бой судьям. Получился такой. Их решения могут разделиться даже, наверное. В этом бою победу по очкам одержал спортсмен красного балла. Как мы видим, победа решила спортсмен красного угла. Да, Зоид Мацур, хороший дебют. Можно его с этим поздравить. В следующей паре номер 19 у нас встретятся представители Приморского и Хабаровского края. Это Ткаченко Георгий из Приморья и Демченко Валерий, Хабаровский край. Весовая категория уже 75 килограмм до 75 килограмм. Полуфинальный поединок. Мы уже переходим к таким самым зрелищным, самым тяжелым категориям, где каждый удар имеет большую вероятность стать решающим. Да, если вот в легких весах удары приходятся не такими плотными, сильными, то начиная, да, вот 60 уже удары такие. Вот. Но бывают случаи, когда даже спортсмены, которые весят 51-54, даже у них бывают такие нокаутирующие удары. Да, согласен. Вот на турнире Moscow Open, который проходил в городе Истра в начале прошлого года, где Сивцев Тимофей завоевал золотую медаль в весовой категории 57 килограмм, если не ошибаюсь. Был свидетелем того, что он мастер спорта международного класса, его соперник практически не мог самостоятельно добраться до раздевалки, ему помогали. То есть урон присутствует все-таки. Ну и этим обуславливается регламент раунда, да? 2 минуты, Да. именно в кикбоксинге 2 минуты, по той причине, что в отличие от бокса, я имею в виду, что в боксе 3 минуты раунд, в кикбоксинге 2, потому что затрачивается огромное количество энергии да. на удары ногами, которые Очень являются самой энергозатратно. большой, можно сказать, в совокупности мышцей Да, согласен. в организме, а соответственно больше всего требует кислород для восстановления. Мышцы просят кислород. И вот в категориях тяжелых 75 килограмм, в любительском спорте это уже достаточно тяжелая категория. Это будет наиболее ярко видно. Да, начинается Да, первый но раунд. мы видим, что оба спортсмена достаточно легко начинают на ногах движение свое. Спортсмен из красного угла работает с правосторонней стойки. Спортсмен из синего угла, представитель Хабаровского края, стойки меняет. Мы видим его ярко выраженный боксерский почерк. Он тренируется под руководством Евгения Чижикова. Вообще спортсмены Хабаровской школы, они все отличаются яркой боксерской техникой. Часто меняет стойки спортсмен синего угла, стараясь ввести в заблуждение своего оппонента. Рефери в ринге мастер спорта России по кикбоксингу Горохов Григорий, который в категории 75 килограмм в том числе выступал неоднократно
в разных видах спорта. Так что, Где только не выступал. да, так что эта категория для него хорошо знакома. Он является и, если я не ошибаюсь, призером чемпионата Европы, да? Да, и если я не ошибаюсь, он даже является еще действующим спортсменом Да, он сейчас в комплексном единоборстве, то ли в рукопашном бою. В прошлом еще году он принимал участие. Вот. Несмотря на яркую боксерскую технику, ноги у спортсмена синего угла достаточно легко вылетают, достигают Да, ребята, второго вот, и даже третьего этажа. да, ребята продемонстрировали высокую технику кикбоксинга, как мы видим. Если в боксе разделяется по этажам, скажем, 2 этажа, да, корпус и голова, то в кикбоксинге У нас 3. да, 3 этажа. 3 этажа, и даже в разделе full контакт, где удары по ногам запрещены, имеет место подсечка, которая тоже можно назвать работой по первому этажу. Прямо передней рукой заходишь, правой, левой. Евгений Чижиков призывает своего спортсмена хорошо подготовить акцентированный удар. У нас второй раунд. Буквально после каждой связки меняет стойку представитель синего угла Хабаровского края Димченко Валерий. Слева хорошо попал. Достаточно серьезно атлетически сложен представитель Хабаровского края. Да, я вот тоже вот по наблюдениям в целом подметил, то, что ребята из Хабаровского края очень физически подготовлены, все крепкие ребята. Но это не должно никого вводить в заблуждение, потому что представитель Приморья. Да. Хорошо, да. Вот особенность команды Брэк в кикбоксинге — шаг назад, им нужно ни на секунду не расслабляться. И потихоньку вырисовывается в этом поединке лидер, я думаю. Уже руки спортсмена из красного угла. Он держит их достаточно низко, что в этом виде спорта особенно опасно. Отпускать руки. Как сказал судья международной категории Руслан Савинов, свет может выключиться в любую минуту. Вот снова видим, как синий поднимает Он на голову. бьет задней ногой с достаточно близкой дистанции, да? Да. Есть такая техника. Что-то это, по-моему, из карате. Кстати, школа карате в Хабаровском крае тоже очень сильная. Вообще федерация карате в целом. Врезался. Удар, еще повтор. Ну а приморские спортсмены, в свою очередь, вообще у них поставлено на поток вот это чередование соревнований по кикбоксингу и по разным направлениям карате. В основном, конечно, кудо. Одна из лучших школ кудо находится в Приморском крае.
Хорошо Мне попал. показалось, даже потряс немного своего соперника. Своей руки. Спортсмен из красного угла вынужден спасаться в клинче. Ну, я напомню, мы наблюдаем поединки взрослых, поэтому противостояние и размены будут достаточно более жесткими. Если в юниорской, в юношеской даже возрастных категориях рефери, можно сказать, оправданно торопятся открывать счет, чтобы сохранить здоровье ребенку. Ух, как Вот вылетела вылетали капа. даже капа. Да. Да, достаточно Минута высокий у нас класс до конца. показывает у нас спортсмен синего угла. Минута до конца. И уже, наверное, встает вопрос о том, завершится поединок досрочно или нет. Возможно. Оп, мы видим, попадает по печени. По всем этажам потрясает своего оппонента представитель Хабаровского края. А спортсмену из Приморья остается боксировать уже вторым номером и относительно того, что ему представляет оппонент. Поединок завершился. Возьмем на середину в этом бою. Иногда запрещение судей по этой возрастной специфике иногда величего кавалерии возрастной край. Судейская бригада в том же составе приглашается. Мужчина Даровского года, номер 17, Хабаровский край, Гатыпов КСР, Республика Саха. У нас по счету 20-я пара. С красного угла у нас входит Буров Семен, Хабаровский край. Синий угол Гатыпов КСР, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 81 килограмм. Новая весовая категория для представителей нашей республики, Гатыпова КСР. Он в разные годы выступал в разных весовых категориях тоже. Ну и достаточно приличный перерыв в своих выступлениях. Ну и Буров Семен, серьезная проверка для нашего спортсмена. Габаритами, как мы видим, серьезно превосходит Здравствуйте. представитель красного угла.
Также он является воспитанником Евгения Чижикова и его клуба «Мастер», город Хабаровск. Как мы видим, красный угол поддавливает соперника. Синий номер работает вторым номером. А напоминаем нашим зрителям, это проводится чемпионат Дальнего Востока по версии Low Kick. Да, победители данного турнира отправятся на чемпионат России. В этом разделе чемпионат России будет проходить в городе Анапа, Краснодарский край. Раздел Low Kick является одним из самых массовых разделов, потому как сочетает в себе, привлекает спортсменов из раздела К1 и из раздела Full Contact. Часто так бывает, что кто не отобрался в К1, также у них есть шанс, да, себя проявить. Приезжает на чемпионат России по Low Kick, чтобы свое место в сборной страны занять. То же самое с разделом Full Contact. Раздел Low Kick, наверное, является таким связующим звеном между К1 и разделом Full Contact. Да, и я хотел бы отметить то, что ребята, представители бокса, многие боксируют как раз таки по Full Contact и показывают довольно неплохие результаты. Да, намного сложнее перестроиться из Full Contact в К1 и из К1 в Full Contact, хотя такое бывает. Чаще спортсмены все-таки попадают в раздел Low Kick, и за счет этого он становится максимально массовым из ринговых дисциплин. Мы наблюдаем, как идет бой. И тут мы видим то, что вот в этом поединке габариты играют определяющую роль. Рефери открывает счет. Да, такого удара определяющего нокдауна не было, но опытный рефери Горохов Григорий, также хорошо знакомый с этими весами, останавливает, дабы не допустить травмы, тяжелой травмы, которая в тяжелом весе имеет большую вероятность. Ну и на секунду не собирается представитель нашей республики сдаваться. Продолжает вести поединок. Заканчивается второй раунд. Является двукратным призером, многократным чемпионом Саха. Формируется прогнозом Алексея Андрея. Например, представитель Саха Силу. ГСР также является выпускником
кадетской школы-интерната города Якутска. Родом он из села Капитоновка, Пологино-Кильдянского наследия. У нас начинается третий раунд, заключительный данного поединка. Рефери останавливает поединок, чтобы поправить экипировку спортсмена. Да, экипировку приходится поправить обоим спортсменам. Без этого никак, потому что экипировка на ногах, она в любом случае от взаимодействия, от контактов, она... Я заметил то, что бывают спортсмены, которые намеренно это делают, дабы, пропустив удар, больше времени. Да, иметь на восстановление. Есть такое, конечно. Но я думаю, что в спорте, имея такую хитрость, можно что-то выиграть, но уехать далеко не получится. Да. Дисциплина, регулярность, преданность своему делу, любовь к своему делу, наверное, это то, что будет более эффективно, чем поправить экипировку, когда ты устал. Также из хитрости имеется возможность якобы симулировать удар, нанесенный в пах. Но опять же, это из разряда того, чем пользоваться не стоит человеку, который хочет достичь результата. Снова открывает счет. Рефери ГСР показывает, что он готов продолжать. Нужно отметить серьезный боевой дух. Не готов он уступать. У нас бой заканчивается. Да. Несмотря на 2 нокдауна, бой прошел всю дистанцию. Заслуженную победу одержал, скорее всего, представитель красного угла, мастер спорта Буров Семен, Хабаровский край. И сейчас рефери, главный судья, вернее, являет победителя. Очень важно окончить свой первый, второй поединок на таком турнире без травм, я считаю, для обоих спортсменов, для спортсмена, который должен сделать выводы и повысить свой уровень, и также для победителя, которому еще предстоит сражаться за место в сборной. К нам присоединяется главный тренер Хабаровского края Чижиков Евгений Андреевич. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот сейчас у нас готовятся спортсмены весовой категории 81 килограмм, вторая полуфинальная пара. Демин Соломон, Республика Саха, Шин Илья, Приморский край. Как мы видим, рефери дает наставление соперникам, объясняет правила.
Начинается первый раунд. Евгений, скажите, пожалуйста, а сколько спортсменов вы привели с собой на эти соревнования? Ну, у нас приехала команда 11 спортсменов, 4 взрослых и 7 юниоров. Как мы видим, в бою уже пошел первый нокдаун. Тренер Ильи, это заслуженный тренер России Андрей Вячеславович Подоплелов. Я думаю, что Илья сейчас нам должен показать хороший зрелищный бой. Да, мы смотрим, ребята жестко начинают. Это у нас весовая категория 81 килограмм. Немного застаивается спортсмен красного угла после атаки и пропускает лоу. Счет. Открыли счет. Это уже второй нокдаун, да, был? Да, сейчас. По правилам соревнований после третьего нокдауна бой могут остановить. Не могут, а остановить обязательно. Поэтому сейчас у красного нет права на ошибку. Как мы видим, синий идет вперед. Заканчивается первый раунд. Илью я помню еще в 2018 году он боксировал у нас в Хабаровске. Потом на какое-то время он пропал, не знаю по каким причинам. И вот сейчас снова он в строю, вернулся. Посмотрим, смог ли он сохранить то, что он умел в 2018 году. На тот момент он очень неплохо боксировал, и он была зона в городе Хабаровске, и он занял там первое место. Да, как мы видим, действительно парень демонстрирует высокую технику. Какого года? Год рождения не знаю, но мне, по-моему, 97-й год. 97-й. Начинается второй раунд. Я бы посоветовал красному спортсмену с красного угла не шагать после атаки назад, потому что постоянно он пропускает лоу-кик. Да, как мы видим, очень жесткие, неприятные, да, удары приходится. Видимо, недостаточно опыта, потому что да. Не всегда спортсменам удается объяснить, что бывает вблизи даже более безопаснее, чем на дистанции. Но вот сейчас мы видим, что постоянно делает шаг назад и периодически пропускает лоу-кик. Да, как мы видим, разница в опыте тут очень огромная, можно сказать. Но тем не менее, красный работает до конца. На то он и занимается этим видом спорта. По-другому здесь не получится.
Неплохо так взорвался. Вот я заметил, мы постоянно, когда приезжаем в Иркутск, нам очень тяжело функционально, потому что, видимо, сухой климат или как, и почему-то спортсмены хуже дышат, чем у нас, показывает функциональную подготовку у нас в городе, в крае, а здесь нам Да, достаточно действительно, у тяжело. нас очень такой сухой климат, получается, зима у нас очень холодная такая бывает, и летом, соответственно, тоже температура высокая стоит, достаточно сухой климат. Ну а вы вот как бы привыкшие к этому уже, да? Да, для нас это, в принципе, норма уже. Вот когда бывает мы в другой регион уезжаем на соревнования, бывает, что у нас такие адаптации такие приходится с трудом. Ну просто я знаю, допустим, что проходят тренировки в высокогорье и специально для того, чтобы потом приехать и лучше себя чувствовать. У вас такая же ситуация здесь или все-таки нет? Вот когда вы здесь тренируетесь, готовитесь, потом вы приезжаете, вам тоже нужно, то есть нет такого, что вы прям функционально очень сильно готовы, да, вот за счет климата вот этих? Нет? Ну, в принципе, да, там буквально пару дней, 3 дня, допустим, и уже как-то адаптируешься к климату. И как раз таки я заметил, вот именно бег помогает, чтобы быстрее как-то привыкнуть к климату. Но в целом, да, высокогорье это очень полезно, так скажем, для функционалки и дыхалки. У нас тут 3-й раунд, заключительный. Остается последние 30 секунд. Ну и, по моему мнению, Илья забирает этот бой. Закончился бой, и сейчас мы ждем решения судей. Поздравляем Илью с выходом в финал, где он встретится с Буровым Семеном. Сейчас нас ждут финальные поединки. Весовая категория 48 килограмм, девушки.
повторно приглашается Алгаева Камила, Республика Саха, Винокурова Эльвира, Республика Саха. Девушки возрастной категории 15-16 лет. Это самые молодые участницы в данном разделе. Напоминаю, что в раздел Full Contact с лоу-киком начинают участвовать юноши и девушки 15-16 лет, юниоры 17-18 и взрослые 19 и старше. Да, вот девушки первый раунд очень осторожничают. Мало активных действий. И к нам присоединяется мастер спорта международного класса Денис Андреев. Всем здравствуйте. Вот, Денис, ты так как только пришел. Сейчас у нас начались финальная часть соревнований. Девушки, весовая категория 48 килограмм. Денис Андреев, чемпион России, чемпион Европы, двукратный чемпион России. Трехкратный. Трехкратный чемпион России. Сколько раз был призером, даже, наверное, не помнишь, да? Даже не помню, да. Но в прошлом году вот вторым был на России. Да, это помню. Я тоже помню этот бой, когда сначала отдали победу тебе, потом почему-то победу отдали в другую сторону. Мне было это не очень понятно. Ну, бывает всякое. Да. Ну, у нас сейчас девушки, финал девушек, это сейчас одна пара. И следующие будут уже юноши, юниоры. Будут уже финальные бои. В основном я вот смотрю состав пар представителей Республики Саха, Приморский край. 23-я пара будет, да? Следующая, да, 23-я пара. Знаешь спортсменов? Честно говоря, нет. Это, видимо, молодые спортсмены. Я вот знаю 24-ю пару, Колтовскую Харасхан. Угу. Ну вот, подождем его, расскажешь нам что-нибудь интересный факт какой-нибудь о нем. А пока смотрим девушек. Второй раунд. Так не спеша ведут поединок. Видать, экономят силы на последний, третий раунд.
Кстати, раньше редко вообще видел финалы среди девушек, да? Девушки, да, их на самом деле не так их много в этом виде спорта. И вот я так понимаю, это у них в этой весовой категории сразу был, сразу финал. То есть предварительных боев не было. Ну, какие-то весовые категории, например, вот по юниоркам, тоже весовая категория 48 килограмм, представлена очень неплохим составом. 4 девочки, 2 из них победительницы Европы. Одна с Приморского края, другая с Республики Саха. Но они, я так думаю, будут завтра боксировать сегодня. А нет, вот 27-й пары они будут. Вот будет интересный бой. Это юниорки, да? Видимо, Да. да. Интересно. Синяя Юрия, которая продолжит войну, которого лидера, она 2007 года рождения. Имеет первый разряд, занимается киберспортом. Еще Расскажи, а ты сам не хотел выступить на этих соревнованиях? Или ты все уже завязал? Честно говоря, думал выступить. Но слишком как-то поздно. Узнал? Спохватился, да. Да, вчера разговаривал с Григорием Гороховым. Он тоже говорит, я бы тоже выступил, но почему-то меня не допустили. А он сказал, диспансер не успел пройти, тоже, видать, не вовремя сообщили ему. На самом деле он мне сказал, желание у него было, тем более он, говорит, по роду профессии своей он постоянно в форме, постоянно выступает на соревнованиях по комплексному единоборству. Тоже Григорий Горохов, мастер спорта из Республики Саха, чемпион, бронзовый призер чемпионата Европы. Да, он. У нас тут третий решающий раунд. Да? Оу, неплохое попадание. Открыли счет или что? Да, счет открыл. В этом возрасте до 2 нокдаунов длится бой. Возможно, бессрочная победа будет сейчас. Ну вот, как я и предполагал, на 3-й раунд берегли силы. Девушки сейчас гораздо активнее, гораздо динамичнее бой проходит. Меня что-то не стало добивать, или силы уже закончились. Да, видимо, силы закончились. Такой неплохой спорт был. Ну, конечно, хотелось бы более активных действий. Ну, закончился бой. Да, видимо, уже победа была в кармане. Форсировать события не стало. Ну, может быть. Девушка да. красного угла. Да, чувствует, что уже побеждает. Может быть, даже они занимаются в одном клубе. Возможно такое, да? Ну, вполне возможно. В этом бою главный судья оказался распуская красноглазая. Поздравляем Камилу с победой, с золотой медалью первенства Дальнего Востока. Если девушки-то, получается, взрослые, что ли? Нет, да, девушки, юниорки и женщины, видишь? А, вот, все. На повторе мы видим вот спорт. Лучшие моменты боя. До 48 килограмм. Юноша, извините, по поводу Республика Саха, я говорю Максим, Республика Саха.
Ну, чемпионат первенства Дальнего Востока по кикбоксингу проводится у нас. Даже не сосчитать, только, наверное, я становился чемпионом раз 5 или 6. Мы вчера считали с тренерами, ну так, вот, сколько у кого бриллиантов. И насчитали, что у Григория Горохова больше всех. Ну, не знаю, я не стал спорить, потому что такую статистику не веду. Вот у тебя сколько побед на этих соревнованиях? Сколько бриллиантов ты получил здесь? У меня, по-моему, 4 бриллианта. 4 или 5. Помню, что по юниорам была первая победа. Там мне дали жесткий диск хард за первое место. Работает до сих пор? Да, потерял уже. Потерял. Так, ну вот тут представляем спортсменов. И в красном углу Попов Ариан, Республика Саха. В синем углу Яковлев Максим, также представитель Республики Саха. Яковлев Максим повыше. Не всегда это является преимуществом. Конечно, в кикбоксинге это должно быть преимуществом, но некоторые не могут им пользоваться. Сейчас посмотрим, насколько Максим будет использовать преимущество в росте. Яковлев. Ну, так неплохо, он да, чувствует дистанцию, чувствует, видит ноги. Да, без подготовки идет Ариан. Яковлев пока уверенные очки набирает, кики попадает. Хай-кик. Вот, хорошо. Ну, интересно, насколько хватит Яковлева так двигаться и работать. Тоже функциональная подготовка нужна хорошая. Не, ну я думаю, раз он выбрал такой темп, значит он уверен в себе. Да, у него пока все отлично идет. Ну, отлично первый раунд прошел. Уверенно. Для да. Яковлева, да. Что-то противопоставить такое Ариан не смог. Сейчас посмотрим, секунданты скорректируют работу Попова Ариана. Сможет ли он что-то изменить в тактике своего боя? Видим, что секундирует Яковлеву Максиму тренер Скангалас. Я его лично знаю. Это хороший тренер. У его воспитанников у всех почти похожая техника. Не, ну видно, что парень техничный. Да. Знает, что делает, то есть он ведет бой, прям тактически правильно выстраивает. И как мы вначале говорили, умело он пользуется, конечно, преимуществом в росте. На дистанции работает, старается не подпускать к себе. Да. Такой разнообразный технический арсенал. Ну, Попов не сдается, в принципе.
Идет вперед. Ну да, мало идти вперед, надо тоже тут. Нужно что-то Попову, наверное, как-то на одном ударе не зацикливаться. Вот он бьет один удар и остается. Вот примерно что-то так вот ему надо делать и почаще. Сегодня до конца продолжает бой Яков Максим, представитель Казахстана. Он 2007 года имеет первый гимнастический разряд. Футбол где-то включился. Корпус. Сейчас смотрим повторы. Яков Максим, Казахстан, Показывают больше удачные эпизоды со стороны Попова. Как-то так, почему-то, да. Хотя, по-моему, второй раунд... Ну, Яковлев, мне кажется, по моему мнению, тоже он собрал и второй раунд. Да, по-моему, и второй собрал. Да, на лоу-киках очень уверенно. Да. Да, парни тоже достаточно молодые, обоим по 15 лет, но показывают уже такой зрелый кикбоксинг, по моему мнению, грамотно. Да, хорошо. особенно Яковлев. Застаивается Яковлев. Тут уже усталость все равно накапливается. Да, у них темп высокий был. Начал собой. И сейчас ждем решения судей. Я думаю, тут не должно быть никакой сенсации. Да, единогласно. Яковлев. Молодец. Поздравляем Максима с золотой медалью. И я думаю, что он неплохо бы выступил и на первенстве страны. Да. Конкурентный как минимум был бы. Хороший потенциал у парня. Тем более он молодой, он 2007 года. То есть он младше в этой возрастной категории. То есть ему, я думаю, на перспективу можно его вести. Что, пожелаем удачи Максиму в дальнейших выступлениях. Вместо судьи Янчева, судья Горохов. Сейчас у нас пара. 24-я пара. Колтовской Харысхан, Резников Станислав. Колтовской — это брат. Да, Колтовской Харысхан, да, это брат нашего прославленного кикбоксера Колтовского Вадима. Да.
Вот он как Уже раз... вышел в ринг. Видишь, как семейная традиция уже, да? Да. Ну, Колтовского Хараскана я знаю, у него такой агрессивный стиль ведения боя, он идет вперед постоянно, атакует. Посмотрим сейчас. Противостоит ему приморский спортсмен. В углу сидит заслуженный тренер России Подоплелов Андрей Вячеславович. Да, постоянно после атаки хочет ударить статус, почему-то постоянно разворачивается. Ну. У Резникова неплохо же проходит. Резников тоже, видишь, назад шагать не намерен. Да. Сейчас борется за центральную позицию в ринге. Тоже такая тактическая работа. Кто займет центр ринга. Колтовскому Хараскану секундирует его брат Колтовской Вадим. Вадим, кстати, скажи мне, Денис, я что-то упустил, он на последнем чемпионате мира как выступил? Это печальная история на самом деле. Он первый бой вышел, боксировал, неплохо начал, и у него вылетело плечо окончательно. Да. Ну да, конечно, так неприятно. И эта травма такая, плечо, мне тоже просто спортсмен, у которого 2 раза вылетело плечо, он из этого прекратил, завершил карьеру, потому что он говорит, ну я просто не думаю не о том, как боксировать, а о том, как бы плечо не вылетело. Хотя вроде ничего не предвещает, оно вылетает уже само по себе. Это, конечно, и операция тоже, я скажу, что не помогает. Поэтому, да, вот такой, есть издержки, конечно. Да, вот. О, хорошее попадание. Да. Да, сейчас идет, конечно, Станислав вперед, но чуть-чуть, по моему мнению, не подготовлено. Да, ну вот он просто джебом пытается столкнуть, да? Да, джебом сложно столкнуть, конечно. Да. Но все равно как-то поставил в канаты, но ничего из этого не смог из этой ситуации выжить. Конечно, ноги отдает. А в этом разделе, конечно, преимущественно считают удары по бедрам, лоу-кик. Закончился второй раунд. Да. Ну вот, или мне кажется, ну, по-моему, уже удары по бедрам уже сказываются. И Станислав как-то так прихрамывал, мне показалось, когда шел в свой угол. Эмоционально показалось мне тоже, что он устал немного.
Харасхан посвежее будет намного. Да, такой разнообразный по этажам. Руки, ноги, молодец. Третий раунд. Да, тут, наверное, чуть сказывается, конечно, еще небольшая разница в классе. Резников Станислав имеет 3-й спортивный разряд. Это самая первая, скажем так, ступенька. И он и видно, что, наверное, только начинает, поэтому... Ну, сейчас он неплохо. Ну, в начале, правда. Вот, кики попадал. Не, конечно, он конкурирует, бесспорно. Он эпизоды некоторые даже выигрывает. Но опыт, наверное, все-таки вот сейчас сказывается. Харасхан и уже и поддавливает, уже более уверенно ведет бой. Идет вперед. Видит, что устал Станислав. И пытается не давать дышать ему. Высокий темп боя. Концовка. Вот 15 секунд осталось. Ну да, в углах подсказывают, что секунданты, что нужно забирать концовку. Но уже силы совсем не остается. Закончился бой. Ждем решения судей. В этом бою победу единогласным решением судей одержал спортсмен красного угла Харасхан. Поздравляем. Единогласное решение судей. Все объективно. Достойная победа. И следующая пара у нас в весовой категории 54 килограмма. Два представителя Приморского края будут выяснять, кто же из них завоюет путевку на первенство России. Винокуров, судья Винокуров. Ну вот судья дает наставление перед боем. Оба с Приморского края. Наверняка знают друг друга. Ну да, в Приморском крае очень строго с отбором. И наверняка они боксировали в финале на первенстве Приморского края. Потому что у них не допускают, если человек не вышел в финал, то не допускают
до участия в Дальневосточном федеральном округе. Плохой лоу-кик. Да, подготовил Шаханин атаку. Повыше будет. Думаю, Колтунову нужно больше разрывать дистанцию. У юноши раунд длится всего полторы минуты. Да, по правилам соревнований. Юноши 1,5, юниоры 2 и взрослые тоже 2 минуты. Да, сильно рисковать они ни тот, ни другой не хочет, и такой бой получается больше такой тактический, что ли, позиционный. И вот пару таких атак неплохих было. Да, вот одна из них мы видим на повторе у Шаханина Антона. Шаханин, как видим, нацелен работать вторым номером. Это такая, я думаю, что это тактика всех высоких спортсменов. Да. Очень выгодная тактика, особенно в таком разделе, где очень считают лоу-кики. Неплохо сейчас подобрал все-таки какой-то ключик. Да, смотрим, Колтунов активизировался, больше стал нависать. Ну это и правильно, ему сейчас, конечно, только это и нужно. Вот ближе держаться. И все-таки не оттягиваться, а работать через щит, потому что ноги длинные у Антона Шаханина. И он достает. Закончился второй раунд. В принципе, пару эпизодов Глеб забрал. Вот ему только теперь нужно почаще их забирать, почаще создавать такие моменты. Потому что мало он их создал все-таки во втором раунде. И для победы этого будет недостаточно. Третий раунд. Решающий раунд. Да. Колтунов будто пытается выдернуть его. Это да, спасибо. тяжело с длину соперника. Ну, получается, что ему-то сейчас как раз Шаханину выгодно такая даже пережидать, потому что он, мне кажется, ведет по бою.
и идти вперед он явно не будет. Поэтому нужно как-то, наверное, другую тактику выбрать. Не вытягивать на себя, а самому как-то обострять Глебу нужно. И все-таки, наверное, больше с рук начинать атаки, сближаясь на ударную дистанцию. И там уже может быть лоу. Шахманин уверенно забирает, набирает очки. Закончил собой. Спортсмен Мститель. В этом повторном бою победу одержал Старпом Ведомства Дальневосточного федерального округа спортсмен синего угла Шахманин Антон, Пермский край. Поздравляем Антона. Судейская стадия готовности стадия приглашается юноши до 67 килограмм. Перешкаль Андрей, Пермский край, Миронов Гордеев, Пермский край. Серьезная весовая категория уже такая, 67 килограмм. Ты боксировал только в этой категории, да? В прошлом году, да. В прошлом году. А это юноши. Это 15-16 лет. Да. Будет боксировать это опять Андрей против Тарабыкина Гордея. Противостояние двух приморских спортсменов. Один из них, как видим, кандидат в мастера спорта. Да, Гордей, он в этом году, вернее в том году, участвовал в первенстве Европы. К сожалению, он там не смог завоевать медали, но очень проявил себя хорошо. Очень уверенно боксировал, но чуть-чуть не хватило ему. Ну, достаточно тоже такой высокий, неудобный. И использует вот эти свои преимущества в бою очень грамотно и умело. Кришталь Андрея, второй разряд. Ну, чаще всего вот, разряды у нас ни о чем не говорят, потому что выполнить их у нас очень сложно, в связи с тем, что вот народу не очень много. И некоторые есть парни, которые достаточно неплохо боксируют, которые уже боксировали на каком-то серьезном уровне, а разрядов у них пока еще не получилось присвоить, потому что то народу не хватает, то еще там какие-то вещи, которые, ну, в соответствии с ЕВСК же присваивают разряды. И нужно, чтобы было как минимум 6 человек в весе. Не всегда у нас бывает в весовой категории 6 человек. И вот сегодня мы видели, боксировал Логиновских Сергей. Он уже призер Европы по юниорам, а имеет только второй разряд. Вот как-то так получается. Очень странно. Хочет коленом какой-то ударить. Так, график соревнований такой, что совсем недавно, неделю назад, наверное, были соревнования в разделе К1. Проходили они в Южно-Сахалинске. И вот Гордей, я знаю, он только приехал оттуда. И, наверное, тяжеловато перестроиться за неделю. Все равно есть какой-то, наверное, какие-то наработки, которые уже
может быть, автоматически летят. Вот мы видели, да, что вот он бьет, клинчует, и вот видно, что заряжен, и колено у него просится, но сдерживает себя, контролирует, молодец. Красному Владимира готовится продолжить бой Кличко. Кличко Андрей, Морской край. А другие удары бьешь, блядь, ну, мы не выиграем так, что будешь немного прячется. Голову не сильно проиграл? В конце ты отдал Ну, отдал голову. Тренер Гордея Семен Жоржевич Полищук. Очень известный и титулованный тренер. И ребята у него всегда в составе сборной России выступают на международных соревнованиях. Является победителем Дальнего Востока 2021 года. Тренируется Киркоров Алексей Андреев. Достаточно неплохо Гордеев боксирует. И Ох, вроде, хорошие двоечки пошли, да. и вроде ничего такого сложного. Раз-два, нога, но все так чаще попадает в цель. Не выполнил команду брейк. Команда брейк, но спортсмен обязан сделать шаг назад, и только после этого продолжить бой. Как видим, этот раунд уже Гордей поуверенней боксировал. Руки уверенно заходят. Синий Владимир готовится продолжить бой Тарзаки Георгиевич. Приморский край. Он 2006 года рождения. Занимается кикбоксингом. Попал, Албин, хорошо получается. Попал, попал, попал. Является первенством первенства России 2021 года в городе Якутске в разделе К1. Тренируется под руководством Полищука Семена. Третий раунд. Криштан пошел вперед. Ну, ему ничего не остается. Второй раунд он прям проиграл вчистую. Ну вот ему и нужно было вот так Да, вот ему постоянно. нужно продолжать, постоянно нужно идти вперед. Попадает, кстати, неплохо. Да, заставляет клинчевать. Кстати, вертушки лишние. Мне кажется, поздновато включился. Да. Вот если бы он такой бой навязал с самого начала, я думаю, что шансы у него были бы неплохие на победу. Потому что видно, что Гордею не очень нравится в таком темпе боксировать. Ну вот, опять Бэкфист. бэк сейчас.
элемент СК-1. Осталось 10 секунд. Неплохо под с ударом гонга. За Гордеем. Умничка, умничка. В этом бою победу единогласным решением судей одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксинге в разделе Full Contact с лоу-киком спортсмен синего угла Тарабатин Гордей, Приморский край. Смена судейской бригады, рефери, Кондратьев, Маковецкий, Горохов, Иванов, Борисов. И сейчас у нас финалы юниорок. Вот сейчас будет интересная пара. Садовая Ульяна, Приморский край, победительница первенства Европы. И Павлова Надежда. Она победительница первенства России. На Европе, боюсь ошибиться, по-моему, она то ли серебряная призерка, то ли она выиграла. Но как бы там ни было, бой обещает быть достаточно интересным. Приглашается юниорки. Финал весовой категории до 48 кг. Садовая Ульяна, Приморский край, Павлова Надежда, Республика Казахстан. Спортсменки представлены. Первый раунд. Такой бесхитростный бой, но Постоянно работает спортсменка красного угла. да, конечно, Надежде надо бы чуть-чуть через шаг назад работать, я думаю. Не давать по себе попадать. Потому что, видишь, она Ульяна упирается и увереннее себя чувствует на этой дистанции. Если бы она промахивалась, я думаю, было бы чуть по-другому. Ну, сейчас пока сложно, конечно, сказать в этом обмене, кто точнее. Садовая Ульяна поактивнее будет. Не, она будет ударов поактивнее. Да, я выбрасывает. тоже активность я, конечно, вижу, а вот судьям возле ринга, конечно, они оценивают жесткие попадания. Я отсюда пока таких вот прям сильно жестких ни с одной, ни с другой стороны не вижу. Больше такой темповой бой.
закончился первый раунд. Городской победитель готовится продолжить бой Садова Ильяна, Приморский край. Она 2005 года рождения. Ее первый разряд занимается кикбоксингом 6 лет, провела 20 боев, из них 10 одержала победу. Является победительницей первенства Европы 2021 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Алапенова Андрея. Второй раунд. Думаю, спортсмен как раз она идет, Ульяна. Да, она все-таки сталкивает Надежду, перебивает ее количеством ударов. Может быть, они не такие жесткие, но их просто много. У них у обеих удары жесткие, думаю, и на этом фоне Ульяна будет все равно выигрывать. Да, про защиту сильно у них никто не думает. Главная задача больше попасть. Тимаш ударов небольшой. Но все равно, я в подготовке своих спортсменов все-таки всегда им говорю, главное меньше пропустить. Меньше пропустить. И даже можно выиграть со счетом 1-0. Это гораздо сильнее победа будет, чем со счетом 19-20, например. Да. Синего ринга готовится продолжить бой Павла Надежда, Республика Сахан. Она 2005 года рождения. Занимается кикбоксингом 3 года, счет региона. Является призером первенства Европы 2021 года. Вот он, да, все-таки Надежда призер первенства Европы. А Ульяна победительница. Призер первенства Европы? Да. В 2021 году в Черногории, в городе Будва. Вместе просто мы ездили в сборной, поэтому помню ее там.
Ульяна, конечно, функционально, мне кажется, лучше подготовлена в этом бою. Видимо, эта коронка работает в одном темпе. Ну, наверное, да. И, как говорится, в бою побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто лучше подготовлен. Конечно, Надежда пытается. Да, пытается. Видим, что функционально Ульяна будет подготовлена. Молодцы, хороший плотный бой. И сейчас Давайте еще раз поблагодарим наших девушек за бескомпромиссный бой. Хорошо выложились. каждый сделал все, что мог. В этом бескомпромиссном бою победу одержала и стала победительницей первенства дальневосточного раундового по кикбоксингу спортсменка красного глаза. Поздравляем Ульяну с победой заслуженной. Грин приглашает. Юниорки до 56 килограмм Захарова Милана, Республика Саха, непомнящая Александра, Республика Саха. Грин приглашается спортсменки Захарова Милана, непомнящая Александра.
Здравствуйте, уважаемые любители вида спорта кикбоксинг. Комментирует заключительные уже бои нашей соревнования заслуженный тренер России, главный тренер Федерации кикбоксинга Приморского края Подоплелов Андрей Вячеславович. Здравствуйте. Судья всероссийской категории, кандидат мастера спорта Попов Петр Васильевич. Так, впереди у нас заключительная уже пара соревнований. Смена судейской бригады, рефери, Лячек, боковые судьи, Щербачков, Кондратьев, Константин. Так, ну насколько я знаю, Пивоваров Елизавета ее сняли. Да. Боковые судьи, Щербачков, Кондратьев, Константин. В ринг приглашаются юниоры всех категорий до 86 килограмм Кваченко, Республика Саха, Черкасов Антон, Хабаровский край. Да, сейчас заключительная у нас пара сегодняшнего дня соревнований. Квач Никита, Республика Саха-Якутия, Черкасов Антон, Хабаровский край. Квач Никита, спортсмен первого спортивного разряда, Черкасов Антон, кандидат мастера спорта, Хабаровский край. Получается, Квач Никита тренируется. Воспитанник у Исхана Анатольевича, насколько я помню, да? Исхан Анатольевич, мастер спорта международного класса по кикбоксингу. В свое время очень хороший боец. Сейчас и тренерская работа у него. Получается хорошо. Это хабаровский спортсмен. Тренер Татьяна Михайловна Рымарь, в прошлом призерка чемпионатов России, тоже была отличная спортсменка. И как тренер она состоялась. Категория 86 килограмм, дисциплина лоу-кик. Чемпионат Дальневосточного федерального округа. Который является отборочным мероприятием перед 14-м чемпионатом России. Ребята тяжелые. Бьющие, как говорится. Да, габариты примерно одинаковые. Сейчас посмотрим, интересно будет. Удар синий. Синий угол. Рефери в ринге Янчев Артем, Приморский край. Судья всероссийской категории. Неплохо контратака после лоу-кика хабаровского спортсмена. Хабаровчанин попадает, более динамично двигается. Но он инициативу перехватил уже в руки, да.
данный момент однозначно спортсмен синего угла. По-моему, ведет. Встречает. Довольно-таки плотно. Ну, спортсмен красного угла молодец. Удар держит. Квач Никита старается, но не может ничего противостоять уже спортсмену из Хабаровского края. Закончил первый раунд. Да, боец синего угла поинтереснее смотрелся, да? Связками отрабатывает. Дышит, спокойно сидит. Руками и руками и руками. Да, и по разнообразнее, конечно, в техническом плане. Боец из Хабаровска. Второй раунд. Ну, пошел вперед. Да, местный спортсмен. Да, неплохо, неплохо. Раз за разом набирает очки, да, спортсмен из Хабаровска попадает. Ну, красный, да, психологически начинает подламываться. Зал болеет. Болельщики поддерживают. Такое ощущение, как будто третий раунд. Да-да. Подустали. Что-то есть такое. Ага. А впереди у них еще двухминутный отрезок. Концовка за синим. Спортсмен из Хабаровска. Точку поставил в конце второго раунда. Тренируется под руководством Рибертакена. Устал, он устал. Сейчас кто больше похитрее наука, не любит. Это возрастная группа юниоры 17-18 лет. Финал, то есть поединок за первое место. Квач Никита является спортсменом первого спортивного разряда. Черкасов Антон, Хабаровск, кандидат в мастера спорта.
Впереди у ребят первенство России в апреле месяце. Ох, пропустил удар. Пропускает удар. Да. Да. Третий раунд. Заключительные пары на сегодня. Завтра у нас бои. Очень, да, зал, конечно, очень поддерживает спортсменов. Такая позитивная обстановка, спортивная. Очень плотный поединок, да. И боец, конечно, из красного угла, Ковач Никита, который представляет Республику Саха, собрался и показывает характер свой. Видно, что хочет выиграть, но не хватает. Да, очень плотный бой, экипировка не выдерживает нокаутов. Все, 10 секунд до конца поединка. Все, закончился финальный поединок. Весовой категории 26 килограмм. Напоминаю, это юниоры, дисциплина лоу-кик. Ну, я думаю, однозначно спортсмен синего угла. Да. Победу Ковачка одержал и стал победителем Восточного федерального округа по кикбоксингу в разделе full контакт с лоу-киком спортсмен синего угла Черкасов Антон. Поздравляю Татьяну Михайловну Рымер, тренера Антона Черкасова, Хабаровский край. Ее воспитанник занял первое место на первенстве Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплине лоу-кик. Впереди у парня первенство России, которое состоится в апреле. Напоминаю, уважаемые телезрители, завтра финальная часть наших соревнований чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа. Всех приглашаем. Начало в 12 часов. С вами был главный тренер Федерации кикбоксинга Приморского края, заслуженный тренер России Подоплелов Андрей Вячеславович. Всего вам хорошего, любви, здоровья. До свидания. До свидания. На старую мебель страшно смотреть?
царапин, въевшаяся грязь, а покупка новой сильно ударит по бюджету? Предлагаем вашему вниманию хит продаж. Универсальную самоклеющуюся нанопленку «Новая жизнь» в 4 красивых дизайнах на выбор. Мрамор и малахит, золото и серебро.